Всем привет, друзья! Вы на канале Миссис Марпл. Мы в Белграде. У нас наступила весна. Наконец-то хорошая погода, поэтому сегодня мы выбрались на кофе, небольшую прогулку. И самое главное, первое большое интервью с кумиром поколения, двукратным чемпионом НТА Ильей, а.к.а. Раданом, а.к.а. Етора Муллерчуком. Сегодняшний твой день начинается с кофе, со съемки. Как обычно, у нас с тобой медийка. Я буквально реально урвала тебя на один свободный денек. Как обычно проходят дни? Вот в последние, давай там возьмем месяц или там пару недель. Ну, мы берем без буткемпов. Ну, мы берем в среднем как-то, в каком-то среднем срезе. Знаешь, там может быть там парт-тайм это буткемп, может быть там что-то дома. Целом, как выглядит вообще рутина? Ну, типа, если дома, то ты просыпаешься, идешь за кофе, играешь в ММы, смотришь реплей, потом у тебя КВ, ты играешь в КВ часов от 4 до 6 обычно. Потом вы разбираете, если нужно, какие-то реплеи, что-то показываете, типа, обмениваетесь там инфой по поводу игры. И потом идешь, играешь в ММы, потом спать. Это БК. Это, и даже если это ты не дома. БК. Это даже если ты дома, так проходит день. Ну, а на буткемпе, ты просыпаешься, также идешь за кофе. То есть, порядок не меняется, грубо говоря. Здраво. А дали сте имате декаф? Имам декаф, да. А може за мене декаф велики лате на бадевом леке? Може, наравно. И за него, за заплонити, и за него велики лате на без лактози. Важи, в реду. Обычный с кофеином. И то. Это уже уровень. Считаешь? Да. А отдыхаем как? Вот что ты делал вчера вечером перед сном? Вчера вечером что я делал? Я играл в ММы и просто уснул, в 2 часа ночи, потому что я понимал, что завтра не надо играть КВ, поэтому я могу поиграть подольше. И поэтому я играл до 2 часов ночи, потом уснул. И перед сном смотрел просто пересказ манхвы. Так, о чем это? Менеджер Ким называется. Что за сюжет? Сюжет: у менеджера похитили дочку, в Корее, очевидно, а он оказался супер ебанутым хайскиллом, борцом и т.д., и он просто начал месить всех. Это в формате аудиокниги или как? Нет, это в формате, просто видосов на Ютубе, где чел, слайдами показывает, грубо говоря, и рассказывает, что там происходит, и так далее. То есть приятное чтиво на ночь. Я знаю, что это не единственный жанр, под который ты засыпаешь. Вообще, назови топ-3 своих любимых контент-жанров, под которые ты любишь засыпать, отдыхать. Это либо пересказ какой-то мангх, то есть манги я сам читаю, пересказ мангх, какие-то исторические видосы. Наверное, это 2 основных на самом деле. Еще time to time, возможно, смотрю какие-то видосы просто рандомные. То есть там даже менее исторические какие-то, не знаю, утопия-шоу, что-то такое. Утопия. Я тоже смотрю регулярно. Окей, а утро как обычно выглядит? Вот как сегодняшнее утро у тебя началось? В среднем, проснулся, заказал кофе, либо сходил за кофе, что-то вместе посмотрели. Если есть вайб, если нет времени, то просто идешь, играешь в доту, и все. В этом и вся жизнь подвязана. Как эта рутина сказывается в целом на твоем, мироощущении, самочувствии? Сейчас в последнее время я начал меньше играть. То есть я решил попробовать иной подход. То есть я меньше играю, больше как-то себе время уделяю, больше какие-то прогулки использую, выйти на улицу, что-то подышать, сходить куда-то, что-то посмотреть, вместо лишнего ММа посмотреть какие-то 2 серии аниме. А как это сказывается? С ума сходишь иногда. Это короткие процессы, но иногда сходишь с ума. Как-то влияет новый подход, немножко отвлекаться, сбрасывать этот накопившийся стресс. Ты чувствуешь изменения, когда ты немножечко, свежего воздуха себе даешь, неважно, или в контенте, или выйти на улицу? Наверное, просто смена обстановки какая-то и смена, модели мышления сказывается. То, что у тебя мысли не цикличные становятся, и ты можешь переключаться, это, скорее всего, позитивно сказывается. Но зачастую, то есть если брать в разрезе 5 лет, то есть киберспортивной карьеры, я постоянно играю и не испытывал с этим никаких проблем. Я и сейчас не испытываю, просто хочется попробовать что-то новое.
Ненадолго прервемся на рекламу лучшего боевого пропуска Пари Пас. Играй в Доту или КС, попутно выполняй задания из Пари Пасса и получай за это пари коины и обменивай их на топовые скины и другие призы. Заходи по ссылке в первом закрепленном комментарии, активируй мое задание, а также многие другие, и фарми скины за то, что просто играешь. Ты из того поколения игроков, которые в доту влились с самого детства. То есть если прошлое поколение еще там постарше узнавало об игре, то в твоей жизни она была сразу и всегда. Можешь немножко вспомнить этот этап и как это начиналось? В каком возрасте, сколько тебе было лет? Мне было лет 8. У меня старший брат начал играть в доту. Все его друзья тоже начали играть в доту, и так сложилось, что я общался больше с его друзьями, нежели со своими ровесниками. Вот. И мне тоже стало интересно, и я начал играть. Вот как-то так. Ты сказал, что ты больше общался с друзьями брата, с ним, с его ровесниками. Это, как ты думаешь, повлияло на твое вообще становление, на твой характер? Скорее всего, да. Да, точно, да. Но мне просто с ровесниками всегда было немножко скучновато общаться. Как-то там... они были менее интересные мне, как люди, нежели люди постарше. Вот. И ты, получается, просто старался больше впитывать и тянуться к ребятам постарше, и поэтому от тебя такой вайб, знаешь, что... тебе 22 года. Вайб у тебя человека старше, чем 22-летнего. Откуда вот это взялось? Из-за влияния брата больше, из среды? Я думаю, да, скорее всего. В какой момент ты понял, что ты можешь играть больше, уделять этому больше внимания, заниматься этим профессионально, и у тебя получится? Как о том, что получится, я не был уверен никогда, потому что это рандом. А когда начал больше играть, наверное, в классе 9 мне было лет 14-13, где-то так, и я, получается, апнул себе ранг 300-400 тогда. Это было где-то 9000 ПТС. Я закончил 9 класс, и у меня был выбор либо уйти после 9, либо доучиться до 11. Я решил то, что я потрачу 2 года просто на то, чтобы играть в доту, и попробую, хочу, чтобы что-то получилось. Вот. И тогда я поменял роль, я играл тогда на 4, и потом в классе 10 я поменял роль на керри и начал играть на керри. Играл ты преимущественно, у тебя был стак уже какой-то или просто соло матчмейкинг? Стак у меня появился только в 11 классе, то есть мне было лет 16, у меня появился стак, это был Кидара, Лонели, Саха, такой чел был, и Артизи Бастард, и я, вот. И мы вместе играли, потом разные итерации этого состава производились, замены и так далее, потому что кому-то становилось похуй играть, кто-то играл как мусор, мы кикали, вот. И где-то в середине, зимой, скорее всего, начались первые стаки, вот. Что тогда происходит на про-сцене, за кем ты тогда следишь, кто тебя вдохновляет? За кем я следил? Наверное, я следил тогда за Рамзесом, я думаю. Рамзес и Эпилептик, наверное, 2 человека, за которыми я тогда следил в тот момент. Это год 19-18, где-то так. Вот, и, наверное, в 19-м я следил уже за Эпилептиком, а в 18-м за Рамзесом. Потому что игроков, за Илиданом еще следил, я помню. Игроков-то мало было на керри, хороших в СНГ. То есть это был, по сути, Айрат, Илидан и Рамзес. Остальных я и не помню особо хороших. Было ли что-то, что ты почерпнул, следя за их, может быть, плейстайлом, публичным поведением, forever? Я так скажу, у меня были некоторые предрассудки по поводу их. То есть я раньше считал, когда был совсем юн, я считал, что если человек хороший игрок, то он хороший человек тоже. Вот. Оказалось, это не так. Вот, и много принципов, которым следуют многие игроки хорошие, я их не перенял. Возможно, из-за влияния Team Spirit, наставлений каких-то от Димаса, но мне показалось это неинтересно. А ты можешь хотя бы в общих чертах обозначить, что это за вещь? Это скорее отсутствие профессионализма. Если в общих чертах описать, абсолютно некомпетентность. А через что Дима это вкладывал? Через что он это доносил? Он это и как-то мне... Не то, чтобы ему
приходилось мне говорить, что хорошо, что плохо. Он просто это рассказывал. Это так или иначе не публичная информация, да, о которой мы сейчас говорим. И он просто мне ее поведал. И я такой, ага, окей. Мгм. То есть он Приму просто к сведению. делился какими-то наблюдениями. Делился, да, впечатлением о своих прошлых командах, как люди делали и к чему это приводило. Насколько важно в молодом, талантливом составе присутствие опытного взрослого человека, даже не обязательно на позиции игрока, а вот в коллективе, раз уж мы сразу перешли к Диме? Я думаю, это точно важно с точки зрения того, что дотеры в основном не обременены интеллектом. Вот. И, в принципе, они понимают только, как играть в доту. И по поводу разных принятий решений они не особо компетентны в этом вопросе. То есть, и при этом дотеры в большинстве своем, они пиздец ленивые. То есть им вообще абсолютно впадлу заниматься всем, чем угодно. Вот. И поэтому должен быть человек, который будет наставлять, я так скажу. Не всем это нужно, но зачастую нужен, так сказать, человек извне, который скажет, ребят, вот делаем вот так и вот так хорошо. Как можно на протяжении 5 лет каждый день играть, по сути, в одну и ту же игру, и тебе не надоедает? Ну, игра интересная. Вот если бы я играл в КС, мне бы наскучило. Потому что тут я играл в КС, когда у нас там были выходные, там туда-сюда. Нам кофе не пришло еще. А что вот? Это, наверное, наш, кстати. А вы за нас, да? Да. Хвала. А кой дека? Ага. Хвала вам, лепо, срочно. Ох, прям после первого глотка жизнь появилась. Но в КСе, мне кажется, более паттерновое действие ты совершаешь каждый день. Ну, то есть ты просыпаешься, как я это себе представляю, опять же, у меня не особо много компетенций, но ты просыпаешься, стреляешь по ботам, типа, абсолютно рутинное механическое действие, неинтересно в целом. Потом ты раскидываешь гранаты пару часов, то есть тоже достаточно неинтересная работа. Потом ты уже начинаешь играть в саму игру компьютерную. Это уже чуть-чуть интересно, но этого процесса намного меньше, чем в доте. То есть в доте ты так или иначе больше посвящен именно самой практике самой игры, нежели разборов ее отдельных моментов. То есть там как тренируют там клатчи, туда-сюда, а им отдельно, то есть все по отдельности. А в доте это более комплексная игра, и поэтому ты не можешь тренировать в доте такие паттерновые действия. То есть поэтому вся тренировка в доте сводится к самой практике самой игры. И поэтому в доте играют матчмейкинг, а матчмейкинг играть так или иначе интересно. Вот смотри, да, окей, мы понимаем, что дота, она в целом, у нее больше вариативность, больше непредсказуемости, больше шансов на какой-то сюрприз, который тебя удивит, да, там от твоей реакции или там от исполнения. Давай так, вот ты начал свой день, ты сел играть ММ. Что должно произойти за этот день, чтобы ты подумал, блин, клево, сегодня Дота сделала мой день, было классно. Я что-то офигеть какое увидел. Ну что ты должен увидеть или какая должна быть ситуация? Да, это, наверное, не то, чтобы должно произойти какое-то событие. Ты просто должен стать лучше. Лучше начать играть, чем ты играл вчера. Я имею в виду, знаешь, ты вот сел играть в паблик. Ага. Ты такой, вот этот чувак меня удивил. Это круто, это сделало мой день. Или там, я узнал новую, не знаю, фишку, механику. Мне Сикл позвонил, сказал какой-то прикол новый. Это, наверное, более, как сказать, нет такого, что какая-то определенная вещь. То есть в окончании дня у тебя остается либо положительное впечатление, либо хуёвый осадок. Это только от винрейта зависит? Не, в целом это зависит от многих вещей. То есть как вы сыграли с командой, как вы там коммуницировали, как вы сыграли праки, как ты потом сыграл ММ, и как ты себя в целом ощущаешь, в данный этап. То есть как ты играешь там и так далее. То есть это в целом более такая общая вещь. Она зависит от многих факторов. Наверное, самый важный фактор – это если ты хорошо играешь, и у тебя получается то, что ты думаешь, как ты хочешь играть, то тебе заебись. То есть у тебя получилось, определенная, так сказать, очередная попытка привела к успеху, и ты доволен. Вот. Смотри, КСеры, раз уж мы начали сравнивать, я знаю, что они часто ведут там заметочки какие-то, сами даже для себя игроки. Какие у тебя бывают заметки? Ведешь ли ты их, да, там какие-то записи, какие-то там замечания? У меня есть пару тетрадей, дома, в которых я записываю разные вещи, которые либо мне
впадлу запоминать, либо просто, если я хочу как-то структурировать свои мысли, то у меня есть типа отдельные тетради, в которых я расписываю там по минутам какие-то планы на игру, что я хочу там делать и так далее. Но это больше типа не для командного использования там, и так далее, это больше для себя. Ну, в основном, типа, это очень редкий процесс. В основном я просто смотрю там реплеи и просто прихожу к каким-то выводам. Слушай, я вот на самом деле не часто слышала от проигроков о такой, знаешь, ну там самостоятельной домашней работе. То есть чаще всего для этого есть аналитик, там статсмен, тренер и так далее. Все ли так делают? Все ли проводят какую-то личную работу или нет? Не, большинство дотерам похуй. Ну, типа, если быть честным, надо понимать то, что дота, она очень сильно, как мне кажется, она очень сильно отличается от других дисциплин, потому что дота — это абсолютно аматорская дисциплина, в которой нет профессиональных игроков, всем похуй, все, типа, все играют как по кайфу, и в целом никто не проводит такую... Ну, может, кто-то и проводит, но зачастую люди не проводят такую операционную работу. Да большинство людей, типа, даже ММА не играют. Типа, поэтому тут, я думаю, каждому самостоятельно, как кому в кайф, так сказать. Но большинство людей таким не занимаются. Ну, то есть ты не можешь сказать, что это напрямую влияет, либо не влияет на там, исполнение, скилл и так далее? То есть, может быть, просто какой-то молодой, условный, не знаю, сатаник, который, естественно, не сидит с бумажками, не записывает там какие-то вещи, просто он на чуйке это делает. Да, конечно. Ну, это все full индивидуально. То есть кому-то это надо, кому-то это не надо. То есть можно и без этого, там, я этим тоже не часто занимаюсь, там, какими-то записками и так далее. Типа, ты можешь спокойно играть без этого. Это больше зависит от того, как ты ощущаешь в моменте, нужно тебе это или нет. Вот я бы так сказал. Ну, большинство игроков больше играют вот как по кайфу, на чуечке, типа, вот на лимитах там сыграть, вот это вот все. Ну, все дотеры — это невероятные лоу-скиллы. То есть все, абсолютно каждый человек, который играет доту, это невероятный ЛС, который не понимает досконально, как играть в игру. То есть каждый дотер, он совершает миллиард ошибок в игре самой. Из-за того, что ты горишь на типа то, что он там кнопку не нажал, оказался не там, где ты хочешь, чтобы он оказался. Это такие базовые ошибки, которые делают все, и ты в том числе. И смысл гореть на ошибки твоих тиммейтов, если ты совершаешь такие же. То есть, конечно, ты, типа, если сыграешь там 4-5 ММов, въебешь их все, и после этого у тебя уже начнет гореть все внутри, то ты уже не сможешь сдерживаться, это понятно. Но зачастую это просто бесполезное действие. Ну, а еще, если ты там играешь, условно, ты играешь, да, не знаю, у тебя ранг 200, тебя закинуло на average, типа, там, 2000 ранги, ну, это, по сути, песочница. Типа, люди абсолютно очень сильно отличаются по уровню игры, и, ну, ты ж не будешь на детей в песочнице, типа, сидеть, блеймить их и говорить: вы тупые хуесосы, что вы делаете? Ты сейчас, с высоты своего опыта, можешь ли назвать какие-то маркеры, которые позволяют понять, вот это подпивас, а вот это будущий профессионал? Что на это влияет? Я думаю, выводы, которые человек делает после каких-то ситуаций, которые происходят в игре. И Давай разберем на каком-то бытовом примере простом. Ну, на типа, каком-то вот примере, вы сыграли стаком с ребятами. Ну, например, ты играешь с челом, да, и вы начинаете проигрывать, или вы там проиграли файт, и у него отсутствует воля к победе. То есть он сразу говорит: go, ГГ напишем, типа, go end. То есть у меня был такой чел, я с ним играл в миде, я не помню, когда... У меня еще, я просто вспомнил сейчас, что у меня был еще один стак до стака, там, с Кидара и компани. Вот. И я не помню, в какой из команд это было, но там человек просто после одного проигранного тимфайта уже становился АФК. Типа он говорил: я не хочу играть, го заколем. Вот, и мы колили ГГ. Он, по сути-то, ничего не добился из-за своего подхода. Ну и, наверное, какие-то выводы, которые люди делают после игры, то есть там они не пытаются прогрессировать как-то, а больше уповают на какие-то абстрактные вещи. То есть там, не знаю, там с руной не повезло, что-то не то там сделал, что-то там крит не выпал, и вот мы типа проебали и так далее, и так далее. То есть более такие абстрактные вещи, и ты понимаешь, что человек, ну, не особо компетентен в том, что он говорит. В твоем успехе какова доля там, таланта, везения, упорства, работы, профессионализма? То есть можешь как-то поделить, да, там, на проценты, может быть? Не знаю. Ну, я так скажу, мой
с командой, когда мы собрались в 2021 году, мы все очень много работали для того, чтобы играть лучше. Мы шли на очень много компромиссов, именно как команда. Мы очень много играли, очень много работали над собой. Я думаю, что, в принципе, успех нашей итерации Team Spirit в 2021 году — это в основном именно работа. То есть у нас не было какого-то рандома, какого-то фактора везения у нас не было. Конечно, нам отчасти могло где-то повести там по сетке, по каким-то играм там, и т.д. и т.п. Но в основном, я думаю, 80% это чистые работы. И это работы не чьей-то отдельно, я бы сказал. Это работа вот именно 7-8 человек бесперерывно работали на протяжении полугода. Никто не выпадал, никто не скатывался там, ни у кого не было никаких претензий, никто не говорил там, что я устал, там мне нужно в отпуск и так далее. Всем похуй, все ебашат. И вот абсолютно каждый человек отдавался на полную в своей работе, и это окупилось у нас просто тогда. А парни, с которыми ты начинал играть в доту, вот из твоего первого стака, где они сейчас, что с ними, какая у них судьба? Ну, я знаю, что Кидара сейчас играет профессионально в доту. Артизи Бастард стал стримером. Саха ушел из доты, я его вообще не вижу. И Рейбл, он тоже поигрывал, но сейчас он не в команде. Вот. Ну, то есть по чуть-чуть они пробиваются. Правильно ли я понимаю, что дота, особенно на протяжении многих лет, учит прежде всего смирению? Конечно, терпению, смирению и, я бы сказал, пониманию, то, что ты невероятный ЛС. Вот когда ты понимаешь, что ты невероятный ЛС, становится гораздо проще. Ты отрефлексировал уже эту мысль? Конечно. В своей голове? Это перманентная мысль, которая тебя преследует всегда, всю жизнь, пока ты играешь в доту. Когда ты начинал в доте и начинал свою карьеру и свой путь, ты еще учился в школе, у тебя были там такие же подростки в твоем окружении, друзья, какие-то одноклассники. Сталкивался ли ты с вот этой ситуацией, когда там, люди относятся несерьезно к тому, чем ты занимаешься, в тебя мало там, верят, а потом, когда ты стал чемпионом НТА, все резко поменялось? Или это было иначе? Как это было в целом? Вот как твое окружение в этом юном возрасте в целом относилось к твоему занятию? Ну, я так скажу, я больше был реал-лайфером в то время, когда я был в школе, я постоянно там... Это год 2018-2019, там постоянно были какие-то тусовки, какие-то вещи там делались на тусовках, вот, культурный отдых, так сказать, определенный. Строго в рамках закона, я строго надеюсь. в рамках закона. И на фоне этого я играл в доту. То есть это было больше не... Это было периодами, я бы так сказал. То есть в один период я там играл в доту и параллельно этому занимался разными видами деятельности. А типа периодами я просто из дома не выходил там по полугода. И то есть вообще, ну, мне в целом было всегда абсолютно все равно, что там говорят сверстники, что они думают и так далее, потому что я всегда думал, что, да, блядь, вы нихуя не шарите, типа, вы идиот, и все. Ну, ты знаешь, мне кажется, что для того, чтобы посвятить такое количество времени своей жизни очень однообразному занятию, должен случиться какой-то вот change-фактор, да, в твоей жизни, там, то, что тебе, не знаю, то, что тебя там, либо заставит, либо побудит больше времени заморачиваться именно вот, там, в доте, сидеть и заниматься этим, вместо того, чтобы там, заниматься своей реальной жизнью. Был ли у тебя какой-то такой психологический момент или там, в твоей жизни что-то произошло, вот, что ты понял это? Я играл в доту, вот, получается, с 8 до 13 лет. Я поиграл в нее 5 лет. Я апнул какой-то там C-ранг, какой-то эло. Меня дота заебала в тот момент, и я просто не играл в нее год. Типа я ушел, я начал ирелить, так сказать, там до лет 14, где-то так. И вот как раз потом я понял, что мне абсолютно скучно. Ну, понятно, что там не особо что-то интересное может быть в 13 лет, да, но так или иначе я понял, что мне абсолютно скучно проводить время вообще с людьми, гулять там и так далее. И я просто решил, что я хочу типа больше именно уделять времени вот именно вот этому занятию. Ну, а какой-то фактор и такое ты не задумываешься, когда ты в раннем возрасте находишься, ну, когда ты пиздюк, потому что тебе просто нравится играть в игру и все.
Типа у тебя нет никаких задних мыслей, там вот мне надо там больше тренироваться, больше там играть, что-то анализировать и так далее. Тебе просто нравится игра, ты играешь в кайф и все. Типа получится, не получится, ну, тебя это не особо даже волнует. То есть тебе просто нравится играть. Я спросила ровно потому, что у каких-то игроков это была отрицательная мотивация, например, как у Куроки. У него случились проблемы с ногами, и он такой, ну что я буду делать? Я буду сидеть тогда дома и играть в игру. Да? Там, кто-то бежит там, от тяжелых отношений с родителями, замыкается в игре. А бывает позитивная мотивация, вероятно, как у тебя, то есть когда тебе правда самому просто интересно это у тебя. Ну, какая-то доля эскапизма точно была в моей мотивации, но по большей степени это просто как... это самое интересное занятие, которым я нашел на тот момент типа, в жизни. Насколько я знаю, насколько я наслышана, у тебя было много разных занятий как раз-таки до профессиональной доты. Чем ты занимался? До профессиональной доты, ну, в основном я танцевал, брейкдансом занимался. Это было не особо долго, то есть это 4 года. Ну, это прилично. Ну да, ну там с 10, но это было эпизодами. То есть я занимался там полгода, год, потом уходил, потом опять занимался. То есть это не было так, что я постоянно на постоянке занимался. А были ли у тебя какие-то конкурсы, соревнования, Не, выступления? я никогда не ездил туда. И не выступали вы? Не. То есть просто как Просто тренировки? подвальные тренировки, я бы так сказал. Так. Хороший тренер у нас был, хороший мужик, добрый. Пиздил иногда, но добрый. Реально? Ну, не сильно, но да. Ну, танцевальные тренеры чаще всего такие. Скорее всего, я других не видел. Танцевальный путь — это путь боли, как правило. Окей, брейкданс. Да ничем я больше не занимался, на самом деле. То есть я танцевал, потом и я играю в доту, и все. Что-то особо выдающегося не было в детстве. То есть я никогда не ходил ни на какие секции, там, бокса, кружки какие-то. Возможно, в детстве ходил прям очень-очень-очень маленьким. А так уже в более осознанном возрасте не особо чем-то занимался. Мы все живем в Белграде уже скоро 4 года. Угу. Насколько ты здесь освоился, осел? Насколько я знаю, ты купил квартиру здесь. Да. Расскажи о своем обосновании в Сербии. Да, ну так сложилось. То есть после того, как началась война, мы решили переехать сюда, да. И в целом у меня сюда переехал друг, то есть я его потащил за собой, так сказать. Ну, мы про Камиля Вот, сейчас да, говорим? да. Угу. Вот, скоро я Миру затащу, я уверен в этом, из Польши вытащу этого человека. Вот, в целом нормально, то есть у меня тут есть и знакомые, и кореша, и команда. Супер удобно то, что мне не надо лететь в другую страну на буткемп, то есть я просто сел в такси, доехал там за 20 минут и здорово. Вот, а как освоился? Ну, я не особо где-то там гуляю, не особо хожу там по барам, по клубам, по блядушникам. То есть мне это не особо интересно. Извините. Вот. И, Люди вежливые, видишь? да. И зачастую, да, я просто, дома сижу в основном. Иногда выхожу, иногда нет. А почему ты принял решение в какой-то момент, причем довольно рано, когда вот мы все переезжали, именно вот прям купить квартиру и все, и жить в своем жилье здесь? Ну, у меня были деньги, а снимать не хотелось. Ну, а почему не купить, если можно купить? Угу. Ну, ты доволен этой покупкой? Да, в целом, да. Но я думаю, я ее потом продам и куплю что-то себе побольше. Здесь? Да, да. Есть мысли вообще о том, чтобы, окончательно осесть в Сербии, так как здесь мы как будто бы уже все натурализировались? Ну, наверное, я бы сказал так, поживем, увидим. В целом мне страна нравится, люди нравятся, менталитет нравится, все здесь нравится. Возможно, я здесь останусь жить, возможно, я перееду в Украину, когда закончится война. Ну, непонятно. Посмотрим. Угу. Были ли разговоры с родителями, чтобы они сюда переехали? Или, может Да. быть, там просто из Украины куда-то? Да, я им говорил, 2 года, наверное, подряд, что, давайте вы там уедете, там стреляю, туда-сюда. Но они говорят, да нет, зачем? Нам нормально. Тут наши все соседи, дом. Ну да, тут все наше, поэтому мы никуда и уезжать не хотим, и они так и не уехали никуда. Я знаю, что к тебе приезжали родители в гости сюда. Да, мама приезжала, она время от времени прилетает, приезжает точнее. Я знаю, что она привозит гостинцы. Да, вам привозит, Руслане привозит. И да. Расскажи об этом. Просто
хорошая женщина. Не, ну, если она приезжает, вы куда-то Но она ходите. приезжает, мы гуляем, ну, смотря от того, когда она приезжает. То есть, если у меня нет там игр и так далее, я больше времени уделяю. Если там у нее игр нету, то меньше. Ну, то есть, они прилетают там либо с бабушкой, либо она со своей подругой прилетает. И мы просто там проводим время вместе, гуляем туда-сюда. И я их в основном оставляю просто наедине с собой. Говорю, вот вам деньги, вот вам карта. Идите гуляйте, расслабляйтесь туда-сюда. Какое впечатление у мамы было от Белграда в первый раз, когда она приехала? Ну, вот, знаешь, проведать, как ты здесь живешь. Ну, она, как и любой человек, наверное, 80% из Советского Союза никогда не выезжала за границу. Вот. И поэтому для нее это было культурным шоком в первый раз, когда она прилетела. То, что другой язык, другая ментальность там, и так далее. Но это не особо, конечно, отличается от Украины, Белград, именно по вайбу. Но в целом ей понравилось. То есть у нее был только восторг от чего-то нового. А как у тебя проходил вообще вот этот момент сепарации от родителей, с учетом того, что ты довольно рано в юном возрасте начал карьеру профессиональную, полностью от них отделился и уехал, ну там, когда тебе было 18, грубо говоря. Вот как этот процесс происходил и с тобой, и с мамой, и с папой? Вот. Ну, с папой у меня никогда не было проблем. То есть он примерно понимал, чем я занимаюсь. У него были молодые типа друзья, кореша там на работе и так далее, которые понимают, что такое дота, что это не какой-то гадюшник, что тут реально можно типа играть, и ты будешь самодостаточным туда-сюда. Вот, с мамой было гораздо тяжелее, у нас было много споров, много толкований. Я пытался ей показывать, что это такое, там, показывал ей фильм, я не помню, как он называется, там, с Дэнди, со всеми вот толдами. Вот, и много разговоров было. Когда я на LAN ездил, я помню, это мне было лет 16 или 17, мы ездили в Днепропетровск с Мирой как раз. Вот, и там один тиммейт наш, Эльмира, они общались по телефону с мамой, говорили, да все нормально, типа мы за ним последим, там все хорошо, на поезд посадим, с поезда высадим. Не посадили. Вот. Ну, короче, долгий был процесс. Именно, наверное, в большей степени помогли именно Дима и Руслана с этим. В частности, ну, оба они, на самом деле. Потому что они много там тоже разговаривали с мамой, говорили, как это все работает, там туда-сюда. Рассказывали, почему, там, откуда деньги, как зарабатывает там организация. Короче, посвятили их, так сказать, во всю эту модель киберспорта, и им стало... Ну, то есть, когда начали приходить уже первые деньги, маме стало более спокойно. Ну, а потом, мне исполнилось 18 лет, я поехал на буткемп. В Москву, в Cyberforge. Да, и больше я домой не возвращался. То есть я я приехал, пожил... Там был забавный момент, то, что мы вылетели с Animajor, я поехал на такси, я посидел дома 3-4 дня, и потом мы полетели уже на буткемп на Инт, на квалу перед Интом. Сыграли квалу, сыграли Инт, а потом я просто приехал и говорю, я переезжаю, собрал вещи и уехал с Мирой жить. Как-то так. И вы с Мирой жили в Киеве? Да. Вместе хату снимали там, тусили, отдыхали, культурно расслаблялись. Что-то там побесились с ним в одной квартире немножко. Нам, в принципе, было весело жить вместе. Илья показал мне свой любимый коктейль. Дигри-бомба называется. Абсолютно содомия, на самом деле. Два малолетних долбоеба, которые просто сепарировались абсолютно без подготовки, без вообще понимания, как жить в соло. И с деньгами. И с деньгами. Там вообще ад происходил. Там людей, ебали в прямом смысле. Особенно Мирослава. Там ужасно было. На самом деле прекрасное время. Это одно из лучших времен вообще, которые я вспоминаю, когда я проводил с друзьями, наверное. То есть мы вместе там куда-то ходили ночью там за шаурмой, постоянно разговаривали, мы играли в команде вместе, мы играли из дома кланвары. То есть было прекрасно. Но в основном именно просто сидели дома и просто кайфовали друг от друга. У тебя сохранились какие-то личные наблюдения, знаешь, бытовые заметки о совместном проживании с Мирой? Что я имею в виду? Кто-то раньше стоит, кто-то позже стоит, кто-то кого-то чем-то бесит. У нас вообще не было никаких проблем в бытовухе. То есть никто никого не бесил, не раздражал. Даже если у кого-то были какие-то заебы, они у всех людей бывают, по поводу какой-то бытовухи, мы просто их принимали и жили. То есть никто никого не раздражал.
Заметки. Единственное, то, что мы уехали, короче, на буткемп на месяц. Потом приехали, я воду не перекрыл, и у нас поржавел туалет от воды. Вот. Но я не знаю, что там было, потому что я когда уже уехал, я больше на эту квартиру не возвращался потом. То есть я с владельцами не договаривался никак. Ну, то есть у вас не было никаких там ни споров, ничего Не, вообще такого. ничего. А совместные какие-то, знаешь, там, кризисные моменты, может быть, вы вместе переживали, как-то друг друга поддерживали. Не обязательно, может быть, там, в личной жизни, Не, с вообще ничего не родителями. То есть просто Всё очень нормально классно, было. YOLO life. Да, все Кайф. прекрасно было. Ну вот я вот к Мире тоже скоро поеду, так сказать, в Польшу к нему, опять с ним поживу чуть-чуть. Что, у него там семья, у него там каналы налажены, есть друзья там и так далее. Я понимаю, почему он не хочет переезжать, и это вполне здраво. Добрый день. Да, вот. А так, в целом, иногда я ему говорю, ну, привет, когда в Белград, привет, когда переезжаешь и так далее. А ты к нему ездишь, потому что просто скучаешь, вот вашего дружеского общения вам не хватает? Нет, поэтому? нет, слава богу, нет, потому что мне там надо дела решать в Варшаве. Вот, и так как Мира там, я просто у него оставался. То есть я скоро поеду опять, а потом опять поеду. Короче, постоянно. Ну, надо, короче, я с ним поговорю, надо, чтобы он мне там комп купил, поставил мне комп, стол, О, и я там просто уже, чтобы, ну, просто переехал, типа, к нему абсолютно навсегда. И все. это будет второй дом. Да, да. Ну, то есть, а Мира всегда тебя ждет с распростертыми Конечно, объятиями. конечно. Прекрасно провели время, вот мы с ним прекрасно проводим время вместе. Хорошо нам. Ну, Он мой любовник. это даже не вопрос, Илья. Да, конечно. Я знаю, что Мира, когда переехал в Польшу, но он вообще в целом никогда не был домоседом сильно. Он все равно любитель вот там прошвырнуться, что-то поделать, какие-то активности, где-то потусить. Он тебя вытаскивает куда-то, когда ты приезжаешь? Да, мы постоянно гуляем. Но это его дом, его правила, его быт. Иногда оторваться, в принципе, не помешает. Но, типа, не часто. Вот. А ты можешь сравнить уровень узнаваемости твоей там, и Миры в Белграде и в Варшаве? Не, нас очень мало узнавали. Мы же дотеры, лол. Ну, знаешь, в некоторых странах, условно, допустим, там, в Киеве или в Москве, я думаю, прохода да, вы вам не конечно. давали. Да, в Варшаве, нас узнавали в Варшаве, но не так часто. Мы даже ходили по ТЦ, там с нами пару раз фоткались и все. Нет какой-то большой узнаваемости. То есть в Белграде, плюс-минус так же, но в Белграде, чем мне еще нравится, то, что здесь очень мало людей следят за киберспортом, и в целом на тебя всем похуй. То есть ты идешь по улице, никто к тебе не подходит, не фоткается. Не то, чтобы я против, но просто как факт. Я, знаешь, с многими игроками этот момент обсуждала, как раз когда вот все переехали жить в Белград, что это ощущается как такой safe space, тебе классно от того, что всем пофиг, тебя никто не знает, и ты здесь можешь чувствовать себя гораздо более свободным. Ну, знаешь, что, типа, и не переживаешь, что там, вот я сейчас где-то сижу некрасиво на фудкорте ем, а меня все знают. У меня есть история, короче, мы были с Мирой в Гулливере, это ТЦ в Киеве, вот, и хавали там на фудкорте, к нам подошел чел и говорит: здравствуйте, я вас узнал. Это как раз было вот сразу после 10-го инта, где-то спустя 2 недели. Я вас узнал, можно я с вами, посижу 10 минут? Просто хочу послушать, о чем вы общаетесь. Нормально. Ну да, в принципе, мне тоже понравилось. Вот, я сказал: да, конечно, братан, присаживайся, все хорошо. Серьезно? Нет, конечно. В видео, когда вас представляли в Team Spirit, в ваших профайлах, ты сказала, что не успокоишься, пока не выиграешь International. И практически сразу это случилось, и ты его выиграл. Ты тогда вообще представлял, что так может случиться? Ты думал, что так будет? Искренне Да нет, верил конечно. в это? Ну, как сказать, ты всегда хочешь выиграть International, очевидно, но тут скорее нет какой-то веры или надежды на это. Ты просто делаешь свою работу, а это больше как следствие. Так сказать, сливки собираешь своей работы. Тут нет такого, что у тебя есть какая-то четко поставленная цель, там выиграть International, и ты к ней стремишься и так далее. Нет, ты просто делаешь свою работу, именно пытаешься хорошо играть в доту, быть хорошим тиммейтом, и если это окупится, здорово, если не окупится, так случается. Как ты сейчас смотришь на такой тайминг, который случился в твоей карьере? Можно считать, что на старте. То есть сколько из этого было вредным, сколько положительным? Меня окружали хорошие люди в организации, которые
очень хорошо смогли не дать нам разъебаться в ноль, то есть как команде, и они очень много сил приложили к тому, чтобы сохранить состав таким, какой он был до 2022 года. Ты просто перестаешь думать о деньгах, типа как о инструменте, которым тебе нужно думать, то есть где-то там сэкономить, где-то там заплатить, где-то там не хватит и так далее, у тебя просто отпадает эта задняя мысль. Вот. Как-то поменялась ли моя жизнь, начал ли я скупать Бугатти? Ну нет. То есть я живу просто такую же жизнь, которую я жил и до этого, то есть в Буче. То есть ничего особо не поменялось. Единственное, что купил квартиру, да, заебись. Типа не надо платить за квартиру. В целом все. То есть моя жизнь особо сильно никак не изменилась. А в самый пиковый момент, вот, то есть когда ты понимаешь, что вот вчера, грубо говоря, да, упала огромная сумма денег, упала огромная популярность, повышенное внимание и, более того, авторитет, да, уважение, комьюнити и так далее. Вот попробуй перенестись в тот момент, в свое состояние, в свои ощущения. То есть что вообще в голове происходит с человеком, когда вот это случается, еще в таком, правда, юном возрасте очень? Я думаю, тут больше повлияло то, что мы были очень хорошей командой на тот момент. То есть и ты больше не переносишь это на себя, ты больше это спредишь, так сказать, на всю свою команду, и ты думаешь не о том, что, типа, бля, я выиграл, там, типа, инт и так далее, а то, что вот вы вместе, типа, смогли выиграть, ебать, это, типа, сносит крышу. То есть то, что ты там с Яриком, с Мирой, с Саней, с Магой, типа, выиграли инт, это вообще охуенно. То есть я помню, там был момент, мы еще не выиграли, короче, инт, это было вот в игре после Virtus.pro, когда мы их выиграли. Вот, и мы идем с Магой на интервью, и Мага там просто светится от счастья, он подпрыгивает, он кричит, типа, блядь, мы лучшие, нахуй, в СНГ теперь. И так, короче, было очень здорово, очень кайфово именно играть просто в команде, с которой ты хочешь выигрывать, вот я так скажу. Ваша дабла с Магой, ну, можно сказать, рекордсмен по стабильности вообще в... Ну, слушай, скажем так, я говорю о том, что вы с Магой — это такой стабильный дуэт, который вот всю свою профессиональную карьеру играет в одной команде, под одним тегом, вы никуда не уходили, вы защитили свои титулы многократно и продолжаете это делать. А за счет чего вам это удается? По сути, вы остались вот вдвоем из оригинального состава. А за счет чего это до сих пор так хорошо держится? Да за счет чего? Да, я думаю, просто... Ну, опять же, я уходил в инактив, Мага уходил в инактив. Мы брали перерыв, мы не играли бесперерывно. Это тоже дало очень большой буст. То есть нам на дистанции. То, что условно... Тогда, когда я отдохнул 3-4 месяца, я понял для себя, что я хочу вообще в жизни, к чему я хочу сейчас стремиться и так далее. И у меня перестали быть задние мысли какие-то появляться, когда ты игрок. То есть у тебя нет мысли, что, блин, хочется как-то больше отдыхать, больше заниматься какой-то деятельностью, не знаю, там стрельба из лука, там верховая езда, чем таким позаниматься. То есть ты больше именно погружен в сам процесс, потому что ты понимаешь, окей, я попробовал и то, мне ничего не понравилось, мне нравится вот это, я буду заниматься этим. А какие мысли привели тебя к решению об отпуске? Мне просто стало неинтересно играть абсолютно. То есть... ни игра, ни победа, ни процесс, ничего мне не приносило удовольствия. То есть ты просто отыгрываешь номер. Не то, чтобы я, так сказать, играл на похуй, то есть я все равно старался, но мне перестало приносить удовольствие сам процесс, общение с людьми, коммуникация. То есть мне просто было неинтересно. Можно ли назвать это выгоранием? Да, 100% можно. Но я еще, когда мы играли в Бирмингем, когда мы поехали в Лондон, там потусить, я уже тогда для себя понял то, что я после инта возьму инактив. То есть это еще было до Рияда, до там еще нескольких турниров, до инта. Я уже понимал, что не важен мне вообще результат, который я типа получу, я просто уйду в отпуск, потому что мне абсолютно не нравится сам процесс. То есть ни коммуникация с людьми, ни общение, ни игра, ни процесс. Ну, вообще нихуя не нравится. То есть мне просто все заебало, и я хочу где-то куда-то уехать и просто никому не отвечать, никакие кланвары ебучие не играть, нихуя не хочется. Просто хочется сидеть дома и заниматься
чем ты хочешь, играть в синглплеер игры, куда-то ходить, гулять, ездить, там, поехать на какой-то мажор по КСу, то есть отдохнуть. Сыграть какой-то шоу-матч с топами Да, КС. типа просто, короче, заняться какой-то другой деятельностью. Понятно, что я не особо это реализовал в полной мере, потому что я большую часть времени так или иначе провел там дома, в своих мыслях, нежели куда-то выбирался. Не так часто, но в целом я делал то, что мне хотелось. Мы с тобой 2 раза кофе попили за Вот это именно. время, представляешь? Частота у нас Ну, так. увеличилась. Ну да. А сейчас ты можешь назвать это рабочим методом для, там, я думаю, многие проигроки нас посмотрят. То есть вообще, насколько ты считаешь этот метод рабочим, насколько ты считаешь, что ты вовремя это отследил и... Ну, Я считаю, это я не вовремя отследил, на самом деле, это была моя ошибка. То, что я, ну, во-первых, я не поделился ни с кем о том, что, ну, я хочу уйти в инактив. То есть это я сказал уже постфактум, типа SEO, то, что я хочу уйти в отпуск. Это сделало так, что, ну, во-первых, они были к этому не готовы, а во-вторых, то, что я так или иначе сыграл несколько турниров не на максимум. То есть если бы я условно сказал, что вот я хочу уйти в отпуск на месяц, типа до там Инта, до Рияда, мне это нужно, возможно, результат был бы другой. То есть, ну, мы это не узнаем. Но я хотел доиграть турнир, полностью марафон добежать, и потом уже, так сказать, в конце сезона уже сделать, ну, просто уйти. Угу. А какие выводы в итоге ты сделал? После... Ну да, вот из всего этого, да, там, вот из всей этой ситуации ты выбрал стратегию добежать марафон, потом сделать такую себе разгрузку и вернуться на пресс-сцену. В итоге оно, anyway, сработало, все хорошо и успешно, но какой вывод ты сделал? То есть когда это можно было на самом деле сделать, как по-другому в этой ситуации можно было поступить? Да, это можно было сделать просто посреди сезона, просто уйти в инактив на месяц, ну, просто уйти в отпуск, то есть даже не в инактив. Изначально я вообще думал, что я уйду на год, то есть я не собирался возвращаться через там 3-4 месяца, я вернулся. Я не собирался этого делать, просто мне перестала приносить удовольствие игра в матчмейкинге. То есть я там поставил себе цели, я апнул себе ранг, набил там больше 1000 ПТС, чем все остальные. То есть мне просто перестало быть интересно играть ММ, и я решил вернуться. Плюс я съездил на мажор по КСу, его выиграли Team Spirit, мне было очень воодушевило это, и захотелось вот вернуться. Давай чуть-чуть подробнее остановимся на мажоре по КСу. Это был, мне кажется, для тебя такой мощный выход из зоны комфорта. Я помню наш разговор перед тем, как ты туда полетел. Ты еще говорил, что вот, может быть, мы там побываем, я туда съезжу, еще после Китая, может быть, куда-нибудь поеду. В итоге, насколько я помню, это было такое энерговыжигающее событие для тебя достаточно и такое очень многозатратное. Ну, это было... Вообще там было заебись, потому что там был один парень, Ван, он сам китаец, но он прожил в Украине где-то там 20 лет. Ого. Вот, и он хорошо владел там и украинским, и русским, и китайским языком. Он мне там совсем помогал, мы с ним ходили в хот-пот, то есть мы все вместе ходили. Очень приятный парень, мы с ним сдружились. Мне Perfect World там подарил маджонг. Я ему подарил, типа передарил, короче, этот подарок, ну, потому что зачем мне маджонг? Ну да. Вот. Очень весело там время провели, очень интересно, пообщались на разные темы, хорошо провели время с девушкой, то есть там было очень хорошо. Ты бы хотел повторить такой опыт, может быть, еще какой-то взять там отпуск в целом, ну, то есть сделать это чаще, чем было до этого, и как-то вот, знаешь, продуктивнее, что ли, но не с точки зрения продуктивности, а вот что отпуск, ты не просто просидел дома и проиграл там в соло-плеер игры, а вот куда-то съездил, что-то поделал. Ну, мне всегда поездки заебывают, то, что я слишком ненавижу аэропорты, чтобы летать по своему желанию. То есть я и так, типа, летаю на турниры постоянно, и еще летать в отпуск, стоять эти очереди, садиться на самолет, просто не очень хочется это делать по собственной воле. Сделать ли это каким-то систематическим? Нет, мне не хочется, потому что, ну, сейчас я чувствую то, что я в хорошей, так сказать, в хороших кондициях на работоспособность. И я могу спокойно, типа, поиграть там год, 2, 3 еще, типа, без какого-то перерыва, без какого-то отдыха. Если я почувствую то, что либо мне становится скучно, либо я просто выгораю, то, скорее всего, возьму.
Мы с тобой говорили о рутине твоей ежедневной. Как выглядит твой день, когда ты в отпуске? Да, я в отпуске. Я просто просыпался. Ну, я просыпался, шел куда-то гулять, сходить куда-то в какое-то заведение, взять кофе или просто там покушать, прийти домой, сесть с корешами в Дискорд, типа просто посидеть, поугарать с раков, типа на просцене, посидеть, что-то поделать, поиграть в какие-то синглплеер игры, в принципе, все. То есть никакого абсолютно иного девиантного поведения, чем я делаю в обычной жизни, нету. То есть я так живу, я так привык, это уже, как сказать, мой лайфстайл, и менять его особо не хочется. То есть какой-то отдых вне я его провожу, но не так часто. То есть куда-то выбраться там в горы, куда-то поехать в какую-то другую страну. Я это делаю, но мне это не приносит настолько много удовольствия, чтобы делать это часто. Угу. То есть это не эти вещи тебя наполняют? Да. Окей. Вернемся к тебе и Маге. Собственно, один из пунктов успеха вашего совместного в том, что были перерывы. Что еще? Я думаю, нам достаточно просто друг с другом общаться, находить общий язык. И я бы сказал, что мы просто взаимно уважаем себя. Ну, друг друга, точнее. У нас бывают иногда разногласия, какие-то споры, сомнения друг в друге. Но в целом мы просто понимаем то, что мы можем хорошо играть, и мы верим просто друг в друга, и все. Я уверена, что за время и твоего отпуска, и отпуска Маги к вам наверняка поступала масса предложений из других организаций. Кто это был, если можно называть? Да, я думаю, можно. Ну, когда я был в инактиве, мне писал Тундра, интересовалась по поводу того, хочу ли я вернуться, и если у меня будет отпуск, они могут, типа, подождать, пока я, типа, вернусь, возьмут стендина, типа, не проблема. Хорошие условия предложили, хорошую команду предложили. Вот. Писали, возможно, Liquid, я не помню. Liquid, Bad Boom, скорее всего, тоже писали. Я уже не особо помню. Ну, не так много предложений было, зачастую я просто их декланил, и все. Но Тундра меня тогда заинтересовала, и я помню, я пришел к Димасу, я спросил, есть ли у них слот, если нет слота, базару 0. Он сказал, что слот есть, я такой, ну окей, и все. И Тундре сказал, что типа я не буду играть у них. Дима тебе сказал, что слот есть, соответственно, ты вернулся на свое место и из команды ушел Сатаник, который, ну, по факту, был стендином. Многие по-разному отнеслись к такому решению и клуба, и твоему, и там много кто беспокоился за самого Сатаника. Как ты, будучи участником этой ситуации, изнутри видел эту ситуацию? Это плохое решение, типа 100%. То есть был бы я на его месте, я бы точно... остался бы у меня осадочек и ко мне, и к организации и так далее, но я понимал то, что это просто хороший... То есть сделал бы я так же, скорее всего, сделал. То есть мне не особо, если честно, волнует какое-то личное отношение между другими игроками, особенно на моей позиции. То есть сделал бы я так же, да, сделал. Плохой ли это поступок? Да, он не очень хороший, я бы так сказал. Но так или иначе он набрался опыта и так далее, и так далее. Если бы мы сделали это по-правильному, и если бы я не поменял свое решение, было бы все гораздо лучше. То есть он бы доиграл сезон, я бы отсидел в инактиве, и там было бы видно. Так было бы гораздо лучше. Но как получилось, так получилось. Слов из песни не выкинешь, поэтому... Но ты чувствовал себя несколько привилегированным Нет, в этой ситуации? Я просто пришел к Диме, я спросил, есть ли у них слот. Я не говорил, что, типа, вот, кикайте его нахуй, типа, я возвращаюсь. Я у него спросил, есть слот? Если нет, типа, вообще 0 вопросов. То есть, если бы их устраивало то, что они играют с Сатаником, и их бы все устраивало, скорее всего, я бы обратно не вернулся. То есть, как произошло с Рю, по сути. Но, учитывая то, что мне просто Дима сказал, что да, слот есть, типа, я такой, окей. Но потом мы поговорили еще с Никитой, и в целом я согласен с ним, что это не очень правильный поступок по отношению к Алану. Но that's life.
Спорт есть спорт. Ну да. Но, с другой стороны, отчасти, возможно, и вы в нем пробудили некую спортивную злость. Возможно. Ну, то есть, сделал бы я так же при прочих равных, скорее всего, да. Но попытался бы я избежать этой ситуации, скорее всего, тоже да. А пока ты был в инактиве, ты следил за перформансом Сатаника? Да, Что ты да. вообще думал со стороны, глядя на это все? Он хорошо играл, он хороший игрок, и он, по сути, тащил эту команду. Но, мне кажется, тогда не особо вообще сама команда понимала, как им играть. И при этом еще там очень много игроков было в ужасной форме. То есть, но он очень хорошо выделялся, и он прям керрил очень много им игр. И то, что они выходили на какие-то места, это в основном была его заслуга. Все дороги ведут тебя в Спирит, так или иначе, получается, и тебя, и Магу. Это обусловлено не только тем, что там лучшие условия, лучшая команда и так далее. Чем-то ведь еще, я думаю, все-таки это место, ну, по сути, ваш альма-матер, и вы в ней же остаетесь и продолжаете свою карьеру. Почему так стабильно, так долго этот тег один, и он не меняется? Потому что, ну, я не могу говорить за Магу, да, я буду Ну да, говорить про за тебя. себя. Я просто верю в тег, и я верю в то, что с этими людьми я могу выигрывать. Если эта вера пропадет, то я уйду просто из Team Spirit. Эта вера держится скорее, то есть на менеджменте, который этим занимается? На менеджменте, на SEO, на игроках. То есть очень все структурно. К слову о системе Team Spirit и менеджерской крепкой команде, много слов во многих интервью сказано про Руслана, про Диму, чуть меньше внимания публично уделяется фигуре Никиты Чешира. Можешь ли ты вспомнить или назвать какие-то основные вещи, советы, слова, которые он тебе сказал, которые сильно на тебя повлияли? Потому что, ну, я точно знаю, что Чешир умеет влиять на людей в хорошем ключе. Я думаю, тут больше не какой-то профессиональный подход учитывается при работе. То есть в нашей повседневной жизни у нас нет работы типа с Никитой. Это больше, как сказать, как личные какие-то встречи, личные какие-то разговоры, если там мне хочется что-то с ним обсудить, именно даже не касающееся там доты, не касающееся там чего-то еще, я могу там к нему прийти там за советом, спросить у него что-то, как у более зрелого человека. Вот. Это больше какие-то житейские разговоры, ну и что-то особое выделить тяжело, просто интересно с ним разговаривать. Вот, потому что у него позиции, которые основываются на фактах, а не на собственных чувствах, я бы так сказал. Можно ли сказать, что он научил тебя чему-то? Вот что Да, ты точно стал научил. делать Ну, лучше? определенное влияние так или иначе и от разных людей ты получаешь. И он как, не сказать, что ролевая модель, но как такой путеводитель по киберспорту, я бы даже так выразился. Вот, достаточно интересно к нему прислушиваться. Не везде я с ним согласен, но типа это нормально, но у него очень много хороших мыслей и интересных, к которым стоит прислушиваться. Возвращаемся к теме отпусков, инактивов и влияний этого на там, командный успех. В данный момент, прямо сейчас, Team Spirit в непростом находится периоде. Угу. Дэн в инактиве в отпуске. Отпуск Дэна, он про то же, про что был твой отпуск, или это какая-то другая причина и другой Я формат? не знаю, если Вы не честно. обсуждали? То есть я узнал то, что Дэн уходит в отпуск от Димаса. Вот. Ну, чувствовалось то, что Дэну хочется отдохнуть, и мы с ним обсуждали то, что он хочет отдохнуть. Но прям причины я не могу сказать какие-то явные из-за чего. Я думаю, это просто, когда ты играешь с 2022 года, типа сначала ты играешь в Bad Boom, потом ты играешь в Spirit, не останавливаясь, бежишь марафон, слишком тяжело, я думаю, именно с точки зрения прессора на тебя. Вот. Еще учитывая то, что Дэн столько играл, и он играл без нас, и у него были поражения, когда мы были в инактиве, потом мы пришли, у нас опять же были поражения. Короче, это просто слишком тяжело эмоционально больше, и, скорее всего, ему просто хотелось отдохнуть и не париться насчет этого.
Итак, он сейчас отдыхает. Также Айрат ушел в инактив. И вы сейчас действительно переживаете не лучшие времена. Там луз-стрик. Мне кажется, я такого не видела у этого состава. У нас точно сейчас был кризис. То есть на данный момент, на момент записи этого интервью, Дэн уже вернулся, мы с ним тренируемся. Оу. Да. И мы взяли еще нового тренера. Мы взяли Милана. Вот, и на Валахию мы поедем в полном составе, так сказать. Посмотрим, что будет. Пока что результаты гораздо лучше, чем было до этого. А можешь чуть подробнее об этом рассказать? Во-первых, давай начнем с Дэна. Вот он вернулся после отпуска. Что изменилось в его взгляде, знаешь, в его подходе? Ну, он сейчас проходит некий период адаптации, я бы сказал, именно внутри коллектива. Потому что когда ты выпадаешь на длительный период, все равно у вас уже опыт немножко отличается, игры друг с другом, и поэтому он проходит некий период адаптации. В принципе, он просто стал гораздо, как это сказать, гораздо проще ему стало играть, вот я бы так сказал. То есть гораздо проще как-то коммуницировать, общаться. Ну, всегда, когда ты в заебе, то тебе впадло даже общаться, типа, с тиммейтами. А когда ты вышел из инактива, то ты просто даже добрее, типа, как человек становишься. Вероятность, что он будет чуть меньше издеваться над Славой? Не. Не, минимальная. Почему ушел Айрат? Основная причина какая? У нас было много, так сказать, несостыковок, и это началось еще задолго до ухода Ярика, я бы сказал. У нас были некоторые проблемы постоянно между ними двумя. То есть у них отличался... Даже я бы сказал, это не проблема, у них просто был разный взгляд на доту. И зачастую происходило так, что у них был конфликт интересов. Вот, ушел Ярик, остался Айрат, но у нас пришел новый драфтер, то есть Никитос был на драфте. И они, опять же, им тяжело было стакаться, при этом были некоторые конфликтные ситуации, которые я не хочу упоминать. Ну, вот организация решила, что будет вот так. Угу. А можешь немного рассказать чуть подробнее про нового тренера, про Милана? Милан, пока что мы играем с ним мало, то есть мы сыграли только неделю где-то, Кланвара, и пока что все хорошо, то есть у него немножко другой вообще подход к тренировкам, нежели у Айрата. Пока что тяжело какие-то выводы сделать, но с ним хорошо играть. Пока что приятно. Интересны у него мысли. Он пересел на драфт, то есть он сейчас драфтит у нас. И пока что все хорошо. Он серб? Да, он серб. На каком языке вы разговариваете? Мы разговариваем на драфте, мы разговариваем на английском, в игре мы разговариваем на русском, потому что он понимает все. Но на драфте, чтобы он не напрягался, так сказать, мы разговариваем на английском. Многие игроки уже неоднократно отмечали, русскоговорящие, что общение внутриигровое на английском языке как будто убирает лишний мусор и помогает, четче коммуницировать. Я думаю, если ты хочешь, ты и так убираешь мусор, неважно на каком языке, на русском, на английском, на украинском или на каком-либо. То есть тут зависит больше от того, зачем ты говоришь мусор. Ты же можешь этого не делать. То есть более как-то структурно к этой вещи относиться. А так, да, скорее всего, да, потому что словарный запас меньше, и ты говоришь только по теме. То есть не разгоняешь какую-то хуйню во время игры. Но в целом, я думаю, если ты хочешь победить, ты и так хуйню не будешь морозить. Уход Айрата с позиции тренера, как вы переживали? В целом, как команда, как ты его переживала? Это достаточно такой двухсторонний этап, потому что ушел Айрат, и вместе с этим я пересел на драфт на тот период, на 2 турнира. Потом я понял, что мне этого не хочется делать. Вот. Но у меня с уходом Айрата стало гораздо тяжелее именно делать какие-то выводы по игре, как-то коммуницировать между командой, то есть прогрессировать. Было достаточно тяжело именно сохранять, так сказать, форму. То есть первый турнир мы играли, так сказать, еще на старых дрожжах. Вот. Но следующий турнир уже сказывалось то, что у нас нет тренера, и нам не хватало Айрата именно то, что он будет что-то говорить по ходу игры, по ходу драфтов. То есть там все варилось у меня в голове.
и по поводу игры, и по поводу героев, и там реплей показывать, и т.д. и т.п. Короче, все это было слишком заебно. Без Айрата было тяжело. Сейчас пришел Милан, с тренером гораздо проще. А уход Ярика? Уход Ярика, я думаю, произошел менее тяжело. Не значит, что Ярик был незначимой фигурой в команде. Просто учитывая то, что Team Spirit, она базировалась на форме, так сказать, правления от тренера, ну, от менеджмента до тренера, до игроков, а не наоборот, вертикаль власти была, как было раньше, что игроки, потом тренер, потом менеджера. Вот, поэтому Ярик был такой же незначительной фигурой в этой сфере правления, как и любой другой из нас. Вот, поэтому с Ярика, когда ушел, было не настолько тяжело, но когда они ушли вместе, у нас произошли некоторые проблемы с игрой, с драфтами, то есть у нас было тяжело. Сейчас пришел Милан, стало гораздо проще. Что ты мог бы сказать усредненному универсальному фанату Team Spirit, который, наблюдая последний лустрик, был в ярости, негодовал, писал в комментарии, какие же вы ущербные, почему же вы не можете ничего выиграть. Наверняка на это все есть ряд объективных причин. Да? Как ты можешь объяснить с точки зрения бытовой логики работяг внутри команды? Лоу-скиллы. Мы просто лоу-скиллы и все. Это ведь неправда? Не, это правда. То есть это более глобальный... Это более глобальный смысл я вкладываю в это, нежели просто отсутствие скилла. То есть мы просто не смогли справиться с игрой в многих ее аспектах. То есть там драфты, сама игра, аналитика, постматчевая аналитика. То есть у нас просто не хватило скилла это все сделать. И, наверное, все-таки Мирель на стандине юн и малоопытен, нет? Я думаю, проблема, почему мы так провалились, я бы сказал, на Бласте и на Дримлиге, то, что Мирель играет абсолютно по-другому, у него абсолютно другой плейстайл именно внутри его команды, все играют на него. В нашей команде это иначе, тут играют больше на керри и отчасти на 3. Из-за этого ему тяжело себя было найти на карте, потому что у него все бегают, помогают ему, у нас никто не бегает, не помогает ему, все качаются, все хотят иметь нетворс. Поэтому произошел некий нестак между друг другом. А морально вы поладили? Да, он хороший парень, просто молодой, хочет играть в доту, задрот, в целом. С ним никаких проблем, там даже мы проигрывали и так далее, он не тильтовал, то есть спокойный парень достаточно был. Как тебе было проживать сейчас этот период, будучи настолько титулованным, успешным игроком, и оказывается в таком даунгрейдном таком состоянии? Я смотрю на это так, что титулы и так далее, это всего лишь прошлое, которое ты пережил, и они ничего общего с текущим моментом не имеют. Поэтому апеллировать какими-то титулами и так далее относительно твоего текущего, так сказать, положения, это неправильно, с моей точки зрения. Я смотрел на это так, что да, мы переживаем плохой период, мы плохо играем в доту, нам надо просто сделать все, что мы можем, чтобы начать лучше играть. Вот и все. И сейчас есть ощущение, что вы возвращаетесь в свой проект? Мы точно стали гораздо лучше играть, чем было до этого. Я думаю, сейчас будет только улучшаться, все процессы налажены. То есть нам нужно просто тренироваться и все. То есть все уже запущено, мы идем по правильному пути. Сейчас нужно только время. Первый раз на этом канале ты появился в 2021 году, в июне, когда тебе было 18 лет. Да. Сейчас, март 2026 года, через неделю практически, через 10 дней тебе 23. Угу. Чем кардинально отличается тот Илья от сегодняшнего? Менее эмоционален, более рассудителен. Ты и тогда уже был очень рассудительным Нет, там парнем. пизда башки Ты на была. рофле просто сидел. Там фул пизда башки была. А можешь как-то раскрыть чуть подробнее, в чем разница? Наверное, стал более структурный как человек. И, то есть там, условно, тогда я мог сидеть в кальянке, не курить кальян, очевидно, просто сидеть там на буткемпе,
написать Димасу: Димас, нам нужно срочно поговорить. Типа, Димас спускается, спрашивает, что случилось. Я говорю: я хочу уйти из команды. Он спрашивает, типа, почему ты хочешь уйти из команды? Я говорю: меня все заебало, я не могу здесь находиться, мне тошно. Он такой: ты долбоеб, типа, давай это, поговорим потом, после буткемпа. Через 2 дня меня, типа, отпускало, я уже не хотел никуда уйти, всех любил, обожал и так далее. Ну, то есть это были какие-то минутные слабости, где-то что-то не пошло, и ты просто... Да просто я был более эмоционален, более был нетерпелив к людям, я бы так сказал. То есть если меня что-то начинало бесить, или мы плохо играли, меня это выводило прямо из себя, или какие-то поражения на мне очень сильно сказывались. То есть я помню, мы были на 21-м инте, мы въебали в upper брекете, мы проиграли IG. Меня это очень сильно тогда выбило из колеи на несколько часов. Я там сидел, прям в тильте, думал, почему мы проебали, как так, типа. Я не мог осознать, типа, диф между командами, потому что они тогда были гораздо лучше, чем мы. Потом через 4 дня мы стали гораздо лучше, чем они. Ну, то есть, но при этом мне было тяжело вот это все, переносить. Достаточно сильно я переносил поражение. Сейчас я больше на это смотрю как-то безэмоционально и пытаюсь отследить, что повлияло на то, что ты проиграл, какие из-за этого причины, или почему ты там плохо сыграл, и просто пытаешься исправить это. Более как-то спокойно и рассудительно. Для меня на протяжении всего времени, сколько я тебя знаю, собственно, практически с самого начала, как ты начал свою карьеру в Team Spirit, для меня всегда было удивительно, насколько я ощущаю тебя старше, чем ты есть. То есть между нами с тобой огромная разница в возрасте. При этом вот мало с какими игроками, дотерами, ребятами из киберспорта у меня есть ощущение, что напротив меня сидит прям взрослый, цельный, умный человек. Ну, в хорошем смысле. Чаще всего парни на свой возраст говорят, на свой возраст рассуждают, примерно ты понимаешь. А с тобой для меня всегда была загадка, то есть я постоянно забывала, сколько тебе лет, и когда я напоминала себе, что типа ему 20 сейчас, 19, я такая: ой, всего? Странно. Ты чувствуешь себя сейчас взрослой фигурой, может быть, даже для своих ровесников, даже для своих тиммейтов, может быть, даже для тех, кто тебя по возрасту старше? Тяжелый вопрос с точки зрения того, что тяжело ответить, чувствую ли я себя старше, чем я есть. Наверное, просто здесь сказывается фактор того, что я начал карьеру в очень юном возрасте. И то есть в возрасте, в котором я сейчас, люди обычно играют 2 года, 3 максимум. Я уже... И то они играют на тир-2, то есть сидят дома, по сути, их жизнь не особо меняется. Моя жизнь приняла очень много кардинальных оборотов, и из-за этого очень много каких-то потрясений эмоциональных, хороших и плохих было. И просто так получилось, я думаю. То есть не особо я считаю, что я старше. У меня есть так или иначе юношеский максимализм, который я не отрицаю, и это часть меня. Но скорее я более рассудителен, чем мои сверстники. А ты задумывался о том, что ты действительно стал кумиром для целого поколения молодых ребят? Когда-нибудь вообще рефлексировал на эту тему? Честно, не особо. Не чувствуешь за собой никакого, либо давления, либо, какой-то ответственности? Не. То есть это не то, что меня беспокоит, я бы так сказал. Или что-то, что меня воодушевляет. Как-то. Ты не тщеславный человек? Не думаю. Удивительно получается, что ты, будучи не тщеславным человеком, из раза в раз оказываешься в центре внимания. Даже на мажоре ПКС. Так произошло. Но не то, чтобы я там был в центре внимания, просто было прикольно. То есть эмоционально ты в это не вкладываешься? Не думаю. Твои цели, они скорее профессиональные, чем на внешнюю аудиторию? В целом, я бы так сказал, если бы у меня была возможность, я бы, в принципе, себя не деанонил никак. То есть ни как я выгляжу, ни какой у меня возраст, ничего бы я не деанонил. То есть, если бы была такая возможность. Потому что я очень сильно ценю приватность в каком-то плане, но иногда хочется, вот как сейчас, дать интервью и рассказать какие-то мысли, какими-то мыслями поделиться. Вот.
Ты всегда таким был? Ну, то есть, сколько я тебя знаю, ты всегда был таким рассудительным, достаточно закрытым человеком и человеком, который много думает, прежде чем что-то сказать. Ты всегда таким был? Да не знаю. Ну, ты, Ну, ты не замечал. Ну, то есть, смотри, давай вот разберемся, да. В детстве, там, ты говоришь, я занимался танцами. Ну, то есть, это определенный выбор, да, в любом случае, чем заняться. Там, ты не сидел, модельки дома собирал, а все-таки занимался чем-то там публичным, с большим количеством людей. При этом потом, да, там... Короче, я поменял. так скажу. В детстве было два выбора. Это либо заниматься какими-то видами деятельности, там, танцами, или играть в доту, или стать наркоманом. То есть у меня круг общения тогда был такой, что очень много людей юзали в то время. И просто так сложилось то, что я на эту дорогу не пошел. То есть это был в некой мере эскапизм, так или иначе. Выбор ли это был? Я просто скорее не выбрал первое и выбрал что угодно, но не оно. Вот. Я бы так сказал. Почему так произошло, я не знаю. То есть, если порассуждать логически, любой бы человек был бы подвержен этому влиянию тогда, потому что я с ними тусил очень долго, это не было какое-то мимолетное, то есть мы общались там 3-4 года, но при этом как-то меня это обошло стороной самого. Ну, то есть какой-то внутренний стержень тебя удержал, может быть, от каких-то ошибок. Может быть, родители Рандом. повлияли. Я думаю, рандом. Да. Думаешь, рандом вообще не связываешь пока ни с чем? Не, я думаю, рандом. Ну Просто да. так сложились обстоятельства. Ну, давай обсудим эту тему еще раз лет через 5. Хорошо. Сейчас префронтальная кора деформируется. Наконец. Через 2 года? Еще 2-3 годика. Хорошо. Потом сравним ощущения. Ты обладатель большого количества рекордов, личных достижений. Можешь ли ты назвать, какой из них ты считаешь самым важным для себя? Самое важное для меня это то, что это даже больше не какой-то рекорд и так далее, а то, что мы выиграли в один момент 3 или 4 турнира подряд. Это, думаю, самое хорошее было для меня. То есть выиграть, конечно, инты — это заебись, но вот когда мы выигрывали 23-й инт, у нас был винстрик с турниров, и вот это, наверное, самое запоминающееся и самое пиздатое для меня. Какая у тебя мотивация первостепенная? Играть в доту? Каждый день просыпаться и играть. Знаешь, я вот недавно посмотрел одно аниме, 100-метровку, и там вот у человека, который занимался вот легкой атлетикой, у него спрашивали, почему он бегает, почему он тренируется, и в целом его ответ плюс-минус совпадает с моим, то, что так или иначе я биологический организм, и я когда-то умру, и это и мотивирует скорее играть. Раскрой поподробнее. Ну, то, что нет... Если ты чем-то занимаешься, нужно отдаваться этому на полностью. То есть нет смысла на половину, потому что время так или иначе течет, и нужно за свой, так сказать, прайм сделать настолько, насколько это возможно, чтобы потом ни о чем не жалеть. То есть тебя больше мотивирует идти вперед сам путь, сам процесс? Да, я думаю, да. Прожить максимально эффективно? Даже не то, что эффективно, выложиться на максимум. То есть, а если ты не хочешь выкладываться, то не делай этого вовсе. То есть наполовину, серединка на половинку — это полная хуйня. Ну, лично для меня. То есть я так не смогу играть. Я либо играю на полностью, либо я не играю в принципе. 3-я тарелка для тебя все еще цель? Насколько это для тебя важно все еще? В целом, думаю, похуй, если честно. То есть у меня нет какой-то цели выиграть 3-й инт, потому что это инт и так далее. Если я выиграю все турниры в году, но не инт, меня это в целом устроит. Если у меня будет выбор выиграть, не знаю, ESL, Blast и какую-то... и Рият условный, это для меня будет значить больше, чем победа на инте. Потому что инт, так или иначе, это всего лишь один турнир. То есть выиграл ты его или нет, это уже не так важно, как раньше. Ну и мы обсуждали с другими твоими коллегами по тому составу, что уж 2-й-то выигранный инт ощущался иначе и сильно проще, чем 1-й, а уж 3-й, наверное, да, как-то... Ну не то, что обесценивается, наверное, ты просто уже знаешь это чувство. Я бы сказал так, что сейчас дота-сцена, она претерпела очень большие, колоссальные изменения, и
игра перестала быть игрой одного турнира, то, что вот было там мажоры, на них всем похуй, и был инт. И вот инт супер важен. Вот если ты выигрываешь инт, значит, ты выиграл сезон. Сейчас такого, ну, плюс-минус нету. Ну, вот если честно, типа, порассуждать, то есть если ты выиграешь 3, 4, 5, 6 турниров за год, но не выиграешь инт, это все равно успешный год. Но если ты и выиграешь инт, это, конечно, тоже успешный год, потому что это так или иначе легаси. Но Dota перестала, она все дальше и дальше будет отходить от формата одного турнира, и сейчас уже вот появился Рият, правда, он уже чуть-чуть соскуфился, но при этом остальные турниры все так же важны. Вот. Инт, конечно, это важный турнир, один из важнейших в году, но он не стал настолько дифом, он не стал настолько дифом между турнирами другими. То есть, если раньше у тебя, даже условно, если взять финансовый вопрос, раньше у тебя, не знаю, за мажор ты получаешь за первое место $200 тысяч, а на инте за первое место ты получаешь 18 миллионов. Ебанутейший див, колоссальный, и поэтому настолько сильно воспринималось. Даже финансовый вопрос, типа, и в основном это из-за финансового вопроса, инт перестал быть настолько valuable с точки зрения даже командоформирования. Сейчас команды в доте не формируется по принципу «нам вообще похуй, что у нас на протяжении года, сколько у нас игроков, кому мы платим». Мы собираем самый сильный состав за месяц до инта, платим им миллиарды, и они идут, разъебывают типа инт. Те же Винкс, типа и т.д. и т.п. Винкс, конечно, хорошая команда, и она была, это плохой пример. Но, короче, было команды, которые просто проходили квалы, которые собирались за месяц, те же OG. То есть они просто собрались на рандоме, выиграли инт и типа, блядь, ебануться. История прям fairy tale. А сейчас, ну, такого нет. Команды более структурированы. Очень важно играть в долгую, на результат. Нет такого, что под какой-то турнир собирают именно команды, переподписывают игроков, подписывают, выкупают, пиздят. Как вот это было у Нави с Virtus.pro, с Зайцем, Роджером, все вот это вот расследование и так далее. Сейчас этого вообще нет. Всем вообще до пизды, все уже рыночек устаканился, и все именно формируют команды в долгосрок, подписывают контракты на 5 лет, на 4 года, на 3, все по-разному, и все вот играют именно в долгую. Ну, еще просто все стали более открыты, и вот с точки зрения именно каких-то контрактов сейчас все гораздо правильнее, чем было до этого. Меньше аматорской какой-то хуйни, типа бумаги, которые не имеют под собой ничего, ты с ними никуда не можешь пойти, ни в международный суд, никуда. То есть просто они просто есть, это написано, но оно не имеет никакой юридической ценности, как было раньше. Сейчас в этом плане стало более как-то профессионально, структурно, и ты реально можешь что-то сделать по контракту, что-то с него получить. То есть и организация не может проебать игрока просто по фану. Типа, потому что у них есть какая-то дыра в контракте, которую они не учли, у них игрока из-за этого спиздили там за 5 копеек, и, ну, короче, да. Когда ты последний раз открывал свой контракт, и зачем тебе это нужно было? Я вообще его не открываю. Ну, то есть я просто его подписываю, и его даже... Он у меня где-то лежит в закромах, мне вообще не особо интересно. То есть я знаю примерно, до какого числа у нас контракт, но... это мне не особо интересно. Ну, то есть я имею в виду, ни разу не возникала ситуации, когда там со стороны организации что-то нужно было сделать именно потому, что это указано в контракте? Или когда ты хотел какой-то вопрос задать, потому что это есть в контракте? Нет, такого ничего нет. У нас более человеческие отношения с организацией, и если мне что-то хочется сделать, или им что-то хочется, чтобы я сделал, но это может быть не указано в контракте, я пойду им навстречу, или они мне пойдут навстречу, потому что у нас взаимовыгодные доверительные отношения. Когда собиралась первая итерация Team Spirit, можно сказать, что там ты и Мага были старплеерами, вокруг которых, да, там выстраивался остальной состав. Много с тех пор поменялось, да, там ребята остальные уже в других командах, кто-то ушел, вы двое остались. То, что происходит сейчас и дальше с командой, это попытка строить новый дом на том же каркасе, или у вас другая уже функция, и не вы являетесь центром этого состава? По поводу нашего первого состава, да, если поговорить, я не думаю, что команда формировалась вокруг нас. Я думаю, тут больше
имел вес, как игроки стакаются друг с другом и как они стакаются именно как люди, нежели как какие-то функции, которые они выполняют в игре. То есть у нас, когда мы играли в 2021 году, у нас не было такого, что кто-то должен там втащить катку, кто-то должен там засолить и так далее. Мы просто играли в доту, у нас не было четкого распределения ролей. То есть у нас просто это происходило настолько, по моему мнению, это было настолько непрозрачно, а нативно происходило, что мы просто играли, мы подстраивались под сильные, слабые стороны друг друга, и вот мы нашли тот плейстайл, по которому мы сейчас играем. То есть до сих пор там я с магой, да. Димас условно может прийти и спросить, типа, что думаешь про вот этого? Там, если мы выбираем какого-то игрока, да, или еще что-то, он может спросить, что думаешь про этого игрока. Я могу там поделиться своим мнением и так далее, но, типа, все решения принимает там Димас и менеджмент. Вот. По поводу того, как выбираются игроки, с учетом того, что мы уже много, так сказать, играли и уже есть опыт, какие игроки нам нужны, чтобы побеждать, то есть, условно, нам не нужно 3 там супер жадных кора, да, там Дэн больше выполняет именно какую-то, как сказать, плеймейкера, да, плеймейкера, спейсера. Но, типа, у нас нет такого, что это сводится как-то в абсолют, все качаются, Дэн бегает туда-сюда. Это все зависит от ситуации, от игры к игре, от героев. То есть мы придерживаемся такой точки, такого плейстайла, но мы можем от него спокойно отходить, если этого требует сама игра. То есть если игра требует, что керри должны быть более сэмми, были такие эпизоды, пока мы играем вот в команде, да, то, что были больше в мете Сэмми керри, там ЦК, Вивер, как на там 23-м году на Инте почти не было хард керри, там был только там Void, по-моему, и Морф time to time. Но сейчас, например, больше роляют хард керри, и поэтому, если нужно, мы отходим, если не нужно, мы просто играем, потому что это наши сильные стороны. Можно ли сказать, что если у Team Spirit стоит выбор между 2 игроками, то скорее они выберут не какого-то жадного, яркого там старплеера, а гибкого? Я бы сказал, что это все слишком индивидуально. То есть, если... Все зависит от игрока. Если он просто high skill, то его возьмут даже в укор какому-то плейстайлу, потому что так или иначе можно попробовать изменить его. Все зависит от того, что тебе нужно в этот момент. Это нормально отходить от самой модели командостроения, но если ты уверен в своей, так сказать, игре, в своем плейстайле, то ты больше возьмешь игрока именно гибкого. В идеале, чтобы он был и гибкий, и хайскильный, да. Но так или иначе ты можешь взять типа более гибкого игрока, нежели какого-то более там заточенного там на линию, на нетворс и так далее, потому что в доту надо кому-то играть, да. Иногда, пока все качаются, и потом надеются со шмотками разъебать. Очень важен баланс. Я не знаю досконально, как это все вот те люди продумывают в командостроении, но они как-то это делают. Насколько я знаю, подтверди или опровергни, игроки в составе до последнего не знают никаких решениях. То есть, грубо говоря, то есть, там, фанаты узнают о каком-то решении из анонса, ну вот игроки там за вечер до анонса. Иногда в сам анонс. Да? Короче, происходят процессы, что просто собирается фидбэк по поводу какого-то вопроса, игроки выражают свое мнение, все выражают свое мнение, и потом сам менеджмент принимает решение. Вот. Ну, то есть, и, как правило, вам просто сообщают, что мы приняли решение, да, вот такое. Да, будет вот так, будет вот так. Да. А если кому-то из вас не нравится это решение? А тебе это ебать. Вот так вот говорят обычно. Не, ну, что говорят, типа, если тебе не нравится, тебе просто говорят, что, типа, окей, вот наши аргументы, почему мы хотим сделать так, мы все равно делаем так, как мы хотим, потому что мы организация. Ну, бывает ли там, не знаю, возможность там вето какое-то наложить? Нет, принципиально сказать, я принципиально этого человека не переношу на дых, я не хочу. Ну, ебать, грубо говоря, скорее всего, ты так можешь сделать, но теоретически ты не можешь наложить вето, все решения принимает организация. Ты можешь попробовать запушить свое мнение, но все равно всегда принимает все организация. Игроки в Team Spirit, игроки не решают, кого убирать, что делать там и т.д. и т.п.
На дистанции это правильный подход? Да, это 100% правильный подход. Не могу не заметить, что на твоей руке появилось 2 новых татуировки. Мгм. В момент, когда мы договаривались с тобой об интервью, она была еще одна. Да. Уже 2. Расскажи, откуда, что побудило тебя? Ну, я всегда думал о том, чтобы делать татуировки. В один момент просто перестал оверсинкать на этот счет. Типа, что набить, какой смысл и так далее. Мне просто понравились вот эти 2 татуировки. Я решил их набить. Но на этом я не остановлюсь. Так, есть какой-то лор у этих 2? Ну, это из 2 аниме. Это не из аниме, это из манги. Бродяга. Это главный перс. А это артефакты из магической битвы. Почему именно этот выбор? Потому что мне очень понравился характер главного персонажа из Вагабонда. Так, а куб? А куб, там просто запечатан Годжи Сатору. Ну, типа, Крестраж. да. Круто. Вообще татуировки и татуировки, и окрашивание разнообразные, стрижки, прически, вот это все говорит о том, что у тебя есть какая-то тяга к самовыражению. Мне кажется, вот какой я вывод делаю, что, учитывая, что публично у тебя линия поведения довольно сдержанная, значит, там лишнего ты не говоришь, ни с кем не конфликтуешь и так далее, то вот внешняя часть, вот визуальная, она у тебя достаточно яркая и часто меняется. Это компенсация какая-то? Я думаю, мне просто становится скучно иногда. Вот, мне становится скучно, и мне хочется что-то новое сделать. Типа, заебало. И что-то хочется сделать. Вот. То есть есть Это такое, попытка самовыражения, да. То есть есть такое, что ты там, не знаю, пошел, сделал новую прическу, и ты такой, new me немножечко, другой, чуть-чуть Ну другой да. я. New Arc. Где ты обычно берешь вдохновение на какие-то свои новые идеи? Ну, и на прическе, там, на цвет волос. Иногда из аниме, иногда просто думаю, типа, бля, заебись красным быть. Да, кстати, Илюх, Жизненно? супер, да, мне тоже нравится. Я подготовила рубрику специально для тебя. И раз уж ты только что сам сказал, что иногда ты черпаешь вдохновение для своих новых причесок из аниме, мы сейчас будем с тобой вдохновляться по полной программе. У меня есть картинки некие, которые подготовил наш дизайнер. Здесь различные аниме-прически, различных аниме-персонажей, которые мы примерили на тебя. Собственно, твоя задача смотреть на причесочку, я называю, кто это, что это, а мы с тобой решаем, что из качеств этого персонажа ты бы мог сопоставить с собой, мог бы там позаимствовать, нравится тебе этот персонаж, не нравится, носим ли мы такую прическу. Ну, знаешь, немножечко вот... А если я не знаю персонажа? Ну, ты и не знаешь персонажей, которых готовила я, странно было бы. Ну, если не знаем, ну, скипнем. Ну, хорошо. Обсудим эстетику просто прически. オカル Рассказывай, что это за перс и как тебе эта прическа? Я не помню, я смотрел это аниме, как сказать, перед сном, и я вообще не помню это аниме, но я его посмотрел все. Прическа, бля, ну типа fine, just fine. Like, nothing special. Ну да, действительно, согласна. Если мы хотим чего-то необычного, то это... 東方丈介 Джоджо не смотрел, прическа полный кал. Ну типа, я что, в 70-х? Окей, едем дальше. 人志 Я считаю, полный Неплохая, вообще... неплохая, полный матч. так Полный сказать. матч. Неплохая прическа. Персонаж прикольный. Что в нем прикольного? Он Давай. явных. Это Мы ничего от него не берем, Я только вообще притчу. ничего, да. Хорошо, девочки, кому надо вот эту вот картинку на аватарку в Телеграм, я пришлю. Очень красивый краш. Так, ну тут самое очевидное, конечно. 埼玉 Но до блеска я ни разу не видела. Я тоже. Может быть, Нет. к жаркому Шанхаю. Не-не-не. Как тебе с лысиной вообще ходилось? С лысиной? Да, нормально, на самом деле. Вообще без заебов. Холодно, правда, иногда, когда ветер, но так в целом нормально. Это такой достаточно смелый ход побриться на лысо. Я могу сказать, что даже мужчины далеко не все готовы так делать. Ты когда это делал, ты о чем думал? Вот что тебя побудило так резко? На адреналине? Нет, да просто заебала моя прическа и подумал, почему нет. И На, всё. на инте. Да. Просто по кайфу. Окей. かまど炭治郎
такая прическа? Абсолютно Мэри Сью, перс. Да? Да. Почему? Потому что у него на рандоме, типа, все получается. Он, типа, супер дохуя тренируется, но при этом у него ебанутые перки, которые ему достались там по крови. Просто Мэри Сью. Он все, что делает, все происходит. Типа. С кем бы можно было сравнить его в киберспорте, например? Дурачок. Ну, кстати, make sense, может быть, даже. Короче, мы ничего от него не берем. Может быть, Не. удачу невероятную? Не, скип. Скип, окей. エレニエか Геноцидник. Вот я не иду. Но прическа визуально топ. Ну, типа, бля, хз. Только ты почему-то стал похож на Айрата с длинными волосами. Да. Не. Ну, я такое думал носить, скип. カツツ Бля, прическа полный кал, ну, честно, типа, ужасная. Перс хороший. Так. Вот именно в манге хорошо раскрывается. Расскажи мне о нем немного. Что бы мы от него взяли? Ампутацию левой руки. Ну, что от него? Ну, только набили, куда? Ну, он просто хороший, добрый чел. И у него была своя эволюция характера, я бы так сказал. Изменение характера. Рост, Рост личности. арк Да. персонажа. Да. ジョルのジョバナ У них там у всех прически всратые, я поняла уже. Джорджа не смотрел, прическа, это ужасно. По-моему, потрясающе. Это потрясающе на картинке, но в жизни ты представляешь такое носить? Нет, конечно. ルルシュ・ランペルジ Кот Гиас, Лилуш. Код Гиас. Но еще у него не такая прическа, немножко. Но, ну, типа, fine. Just fine. А сам чувачок? Но у него есть очень сильная перка. Она, мне кажется, прекрасно бы применялась в жизни. То, что он любое, что скажет, люди это делают, но один раз только. Типа, один человек только один раз он на него может, типа, повлиять. И подчинить его волю вообще к чему угодно. Но только один раз. И больше, типа, этот Больше человек... это не работает на этого человека, на одного и того же. Давай гипотетически порассуждаем, что бы ты предложил сделать и кому? Как бы ты пользовался этой обилочкой? Кофе бы бесплатно покупал в разных кофейнях. С разными бариста. Не, ну я бы это использовал... В обычной жизни я бы это не использовал. Только в каких-то экстренных ситуациях. То есть, там, не знаю, приходишь за счета платить, говоришь, типа, у меня нет долгов по счетам. И они такие, у меня нет долгов по счетам, и все. Ну, это довольно гуманно Да. в целом. Не, людей бы я не убивал. 岡部倫太郎 Ну, чел просто, типа, машину времени создал. А прическа, не. Скип. А машины времени ты бы хотел использовать? Да. А куда мы попадем? Вообще куда угодно. Ну, Ну, в прошлое. Ну, типа, поэксплорить просто Да. разные эпохи? В Италию вот 15 века бы попасть. Или в доколонизационную Америку. 五条悟 Конечно же, Сатору год. Ну, собственно, почти. Мгм. Мы почти. Ну, прическа норм. Типа норм. Кома, когда вот только проснулся, вот так выглядит, мне Мгм. кажется. Прическа хорошая. Чтобы я от него взял, не знаю, умение летать. Я бы так сказал. А Сатору Годжи, он альфач в целом? Ну, действительно. Альфа? Да. А по характеру, типа, нам... Хороший парень, на самом деле. Хороший персонаж. Не особо проработан, но достаточно для его типа героя. Ну, типа, насколько я понимаю, просто такой попсовый краш. Да, ну, его чуть раскрыли посильнее в манге. Но в целом, типа, достаточно раскрыли, чтобы его раскрыть, но, как сказать, не переусердствовали с этим. То есть нормально. Был мужик и нет мужика. Глубины не додали. Ну и хорошо, на самом деле. エルロライト Если я не ошибаюсь, один из твоих любимых тайтлов. Да. Хорошая прическа, на самом деле. Такой отращивать пиздец заеб, но хорошая. Ну, ты же ходил очень достаточно. Да, но типа это пиздец заебно. Но нормально. Прическа сама по себе хорошая. А что мы по персонажу можем сказать? По персонажу мы берем от него метод дедукции. И все, в принципе. Ну, как бы ты уже... Ну, блядь, где Элла, где я, сама понимаешь. Не, ну, видишь, как будто воспитание данным тайтлом, оно прослеживается. Безусловно. Можешь сказать, что сильно на тебя повлияло это произведение? 八神ライト
Гами лайт. То Бля, прическа полный кал. От персонажа тоже ничего не берем. Шиз. есть, итого, нам нравится очень вот этот товарищ и прическа Сатору Годжи, правильно? Да. Все. Вот наши победители. Совершенно точно невозможно игнорировать тему аниме с таким собеседником, как ты, Илья, потому что Безусловно. твои знания, они обширны. Разбираешься ты в вопросе. Хорошо. Я не разбираюсь в этом вопросе вообще. Мои познания об аниме закончились на Sailor Moon. Ну, база миллениалов, короче. Ну, One Piece еще чуть-чуть. Ну, вот толечко. И Аватар Легенда об Аанге не считается аниме, считается. поэтому я туда даже не лезу. Короче, да, мои познания в аниме крайне скудные, но это не мешает нам поговорить с тобой чуть подробнее о, ну, можно сказать, твоем хобби, потому что все-таки большую часть твоего Ну да. интереса занимает. Аниме, которое ты сначала не понял, но потом полюбил. Наверное, это сингл, ну, фильм «Укрась мое утро цветами обещания», как-то так оно называется. Короче, хорошее аниме. Оно, по сути, это предшественник «Провожающего последний путь» Фрирен. О чем это? Оно просто об отношениях между двумя людьми, один из которых обычный человек, а другой эльф, и типа чел стареет, а она нет. Вот. Ну, о скоротечности жизни, скорее, я бы так сказал. Философская штука. Да, да. Лучшее аниме, чтобы подумать о жизни, собственно. О жизни, типа во всех, да, фактурах. Ну, как ты это понимаешь, да, во всех проявлениях, может быть. А может, нет, может, вот то, что ты сейчас предыдущий Не, наверное, назвал. не. Но о жизни надо брать какое-то обширное аниме, в котором, ну, наверное, Наруто, я бы так сказал. Типа, я его сам не досмотрел, я его скипнул, но там просто слишком много серий, слишком много разных ситуаций, которые могут возникнуть на разные темы. Ты видел последнее исследование психологов на тему Наруто? Может быть, тебе Нет. попадалось где-нибудь в новостях? Короче, я сейчас очень по верхам скажу, не буду точна в формулировках, но если коротко, поколение подростков, детей, поколение людей, которое росло на Наруто, лучше справляется с травмами. Правда, Наруто-терапия. Нарутотерапия, да, то есть оно там лучше может рефлексировать и так далее, и так далее. То есть из-за того, как построен сюжет в Наруто, из-за того, как герои справляются там, с вызовами и проблемами, это действительно оказывает влияние то есть, на людей, которые там в юном возрасте смотрят этот тайтл. Есть доля правды в этом, Скорее на всего, твой точно взгляд? есть. Угу. Я думаю, аниме, в принципе, понижает уровень кортизола. Лучшее спортивное аниме? Учитывая, что я Баскетбол, кроме курок. баскетбол-куроку не знаю Да. названий никаких. Ну, остальные, типа, ну, брелок — это полный кал, волейбол хорошее, но баскетбол, курок как будто намного ярче персонажа там. Лучшее аниме, чтобы посмеяться. Посмеяться, ну, наверное, моб Психо 100 или Ван Панчмен. Персонаж, с которым ты ассоциируешь себя на данном этапе. Наверное, пускай будет из того же баскетбола, курока, какой-то Акаши или Аомина. Почему? Хорошие персонажи со своими тараканами в голове. Добряки, работяги. Добряки, работяги, да. Персонаж, который повлиял на твое становление больше всего. Пускай это будет либо как раз-таки бродяга, аниме, ну, не манга, не аниме, а манга. Бродяга или сага о Винланде. Наверное, что-то из этого. А втором, может, чуть подробнее? Ну, там тоже, по сути, хорошую эволюцию проходит персонаж, но, как по мне, сага о Винланде гораздо хуже тайтл в целом, потому что конечную эволюцию не перетерпел главный персонаж в конце манги. Вот, поэтому я бы сказал просто бродяга. Вот. Лучший женский персонаж. Ну, первое, что на ум приходит, это Микаса из «Атаки Титанов». Она типа норм. Ну, просто норм. Ну нет, Каори из «Твоей апрельской лжи». 100% way ahead. Типа это лучший женский персонаж 100%. Что это за персонаж? Это девушка, скрипачка, которая смертельно больна. У нее был роман с парнем, который на пианино играл, и она сделала все, чтобы он был счастлив. Вот примерно так. Значит, она жертвенный персонаж? Она даже не то чтобы жертвенный, она скорее научила... Короче, этот чел, это был типа full роботизированный тип. Он играл типа по книжке на пианино,
абсолютно не проявлял там эмоций и так далее, и она его научила, как полюбить жизнь заново. Вот. Аниме, которое ты включил бы в обязательную школьную программу. «Атака титанов». Почему? Чем ужасен геноцид? Вопросов нет. Самый переоцененный тайтл и почему? Блю Лок. Твой любимый антагонист и почему? Эрен Йегер. Как показывается в аниме, у него не было типа другого выхода, и он решил стать злодеем для всего мира, для того, чтобы его собственный остров, его собственные люди смогли выжить. Ну, в итоге все равно это ни к чему не привело и всех разъебало, но типа, вот кино. Какая параллель интересная с доктором кто? Когда бы я еще узнала это, если не в разговоре с тобой, или я сегодня? У него ровно наоборот. Он с планеты Галифрей, и он уничтожает свой дом, чтобы всей вселенной не случилось пизда. А вот он наоборот. Он уничтожил весь мир, 80% населения убил, чтобы его собственный остров выжил. По итогу это дало там, типа, эффект на 100 лет, потом все равно пизда всем. Если бы ты оказался внутри одного из тайтлов, какой бы ты выбрал и почему? Какой бы я тайтл выбрал? САО. Это о том, как люди попадают в виртуальную реальность, и если они умрут в игре, умрут и в жизни. Что бы ты хотел увидеть в этой виртуальной реальности? То есть какой сеттинг у этой виртуальной реальности был? Это просто медиевал. Ну, средневековье. В целом все. Просто бы там выполнял квесты и ебашился бы на мечах. Ну, умер, типа, вот кинеду. Unlock. Самая запоминающаяся история любви в аниме? Ну, как раз, я думаю, твоя апрельская ложь. Скорее всего. Ну, все... Блядь, нет хороших романтик в аниме после 2015 года. Конечно, потому что лучшая была в Sailor Moon. Так Седа Скорее Маск всего. первый краш в моей жизни. Скорее всего, я не спорю. Ну это ладно, это я, конечно... Реально? А почему так? Ну, с какой-то точки зрения исекаи уничтожили аниме-индустрию и перестали быть хорошие аниме выходить, и все скатилось в какой-то шаблон, копирку и т.д. Как думаешь, что на это повлияло? Успех САО, Угу. скорее всего. То есть просто стали под разные запросы, огромное количество аудитории шлепать. Но это как бы всегда было. То есть исекаи там... Просто они заняли слишком большой пласт, и они все настолько неинтересные. Все начали их клепать, что какие-то индивидуальные идеи о разном сеттинге и так далее, просто перестало их так много появляться. Сейчас, конечно, небольшой подъем в аниме-индустрии, но до этого все, что выходило, там одно аниме типа за год нормальное, все остальное просто полный кал. Раньше там за 2011 год могло выйти 20 аниме пиздатых, которые сейчас до сих пор можно смотреть, пересматривать. Аниме, над которым ты плакал. Твоя апрельская ложь. Слушай, Как ни ну у нас странно. фаворит вырисовывается, да. А аниме, которое ты предпочел бы никогда не видеть? Когда не видеть Блюлок. А как же Дота? Бля, ну это не так плохо. Типа, это неплохо. То есть это просто дефолтная история. То есть ты смотришь Дота, история о драконе, потом ты открываешь Мандалорца, там та же самая история, потом ты открываешь Ведьмака на Netflix, и там та же самая история. То есть ничего не меняется, меняется сеттинг, персонажи те же. Название богов. Ну да, типа все супер дефолтно. Так что это не так плохо. Но, как по мне, Брелок это прям, особенно второй сезон, это прям очень плохо. И еще вторая часть второго сезона Магички. Ну, Магической битвы тоже ужасно. Напоследок, можешь дать просто свою рекомендацию, там, топ-5 вещей, которые нужно посмотреть любителям аниме? Я бы сказал, просто хорошее произведение. Наверное, я бы начал с манг. Это «Сверхчеловек Икс», «Вагабонд», «Скалолаз» и «Берсерк». Вот, наверное, 4 вот этих тайтла. Вот их точно стоит посмотреть. Это прям очень хорошие. Ну и «Сага о Винланде», ну, на любителя. А аниме, ну, наверное, «Атака титанов» точно, «Тетрадь смерти», «САО» тоже неплохое. Ну, это такое. Ну, наверное, «Атака титанов» — это прям тирес. То есть лучше я не видел пока что аниме. Ну и «Код Гиасс» тоже хороший. А начинать с чего лучше? Начинать всегда лучше с «Тетради смерти». Это самое базовое, которое все смотрят, когда начинают. Я тоже так же делал. По каким еще тайтлам появятся татуировки дальше? Ну, точно появятся татуировки по «Саге о Винланде», по «Скалолазу»,
по берсерку. Все будет, но не сразу. Друзья, фандомные татуировки. Вот они. У меня по книжке. А как иначе? Продолжаем забиваться. Если взять всех людей, которые тебя окружают в киберспортивном комьюнити и около него, кого из них ты можешь назвать настоящими друзьями? Ну, наверное, Диму Корбана, Миру. Дима, Мира, Камиль. Ну и тиммейтов, наверное. Не всех, но большинство. Ну, типа по умолчанию скорее дружите, чем нет. Ну, скорее, да. Это не прям лучшие друзья, то есть мы с ними не постоянно там переписываемся, куда-то идем гулять и так далее, но это хорошие ребята. Ты не самый там социальный человек, ты не могу назвать тебя душой компании, да, там, человеком, у которого много друзей. То есть круг людей, с которыми ты близко общаешься, довольно ограниченный. По какому принципу эти люди становятся для тебя близкими? Есть какие-то критерии человека, с которым ты точно будешь дружить? Ты скорее просто общаешься, если у вас есть какие-то точки соприкосновения, то есть с тем, что вам нравится, там какие-то взгляды на мир. Это может быть даже человек просто вне, у меня есть типа друзья просто из других отраслей. Если мне нравится, как они размышляют, как они думают, какие у них ценности в жизни, если это надежные люди, то почему нет? Вот. Но это скорее просто со временем проверяется. То есть там 2-3 года общаешься с человеком и понимаешь, что вроде нормальный тип. Не так много способов существует вытащить тебя из дома. Вызвать тебя на кофе – это один из них. Кто твой самый частый спутник на кофеек? Камиль. 100%. Как часто это происходит? Может, 2 раза в неделю, может, 3 раза в неделю. Но это уровень. Частота. Но это уровень, да. Как было с Камилем? Ой, да мы давно с ним общаемся. С 2019, наверное, 18. Просто общались, смотрели вместе реплеи. Потом просто начали побольше общаться. Но вот прям тесно мы начали дружить, когда он переехал в Белград. И мы начали гораздо больше времени проводить вместе. Хотелось бы чуть подробнее остановиться на фигуре Комы, Камиля. Если я правильно помню хронологию, Камиль переехал в Белград уже, когда мы подписали его стримером. Team Spirit подписали его стримером. Этому предшествовала громкая история с 322 и так далее. Но смотри, со стороны у аудитории могло сложиться впечатление, что у Ильи был друг Камиль, которого схватили за жопу за 322. И Илья договорился с Team Spirit и предложил подписать Камиля. Как было на самом деле? Я ни с кем не договаривался, у меня нет власти. Да что, он играл в ВП тогда, по-моему. Уже вот его забанили, он просто начал стримить. Team Spirit это заинтересовало. Я никакой ни фидбэк, ничего не давал. Их просто это заинтересовало, они подписали, все. То есть это просто совпадение, что вы на тот момент уже хорошо общались? Мы уже тогда были давно хорошими друзьями, и он просто приезжал уже на тот момент в Белград, мы общались уже IRL, time to time, но типа это никак не связано, короче, между нами никакого, так сказать, я никак этому не предшествовал. То есть это просто произошло, и при этом мы просто хорошие друзья. Если рассматривать историю Комы, ну вот с этим, значит, неудачным кейсом с 322 и тем, что сейчас происходит у него в жизни. Как ты думаешь, вот эта вся ситуация неприятная, которая с ним произошла, она скорее повлияла во благо на его карьеру и дальнейшее развитие? Да. Или мы потеряли офигенного проигрока? Я не знаю. То есть это точно повлияло на него как на личность. Он приобрел некоторые изменения, которые в лучшем или в худшем степени сказались на его игре в доту. То есть это... Но каким бы он был игроком, если бы он остался играть, если бы не было всей этой хуйни, я не знаю, никто не знает. И никто никогда не узнает. Может, его когда-то разбанят, и мы узнаем, типа, что мы теряли. Как тебе в целом его карьерный путь, его развитие сейчас? Ну, он очень сильно изменился. Я бы сказал так, что Камиль — это очень хорошая противоположность мне по типу личности, по человеческим каким-то ценностям. Вот. Мы очень сильно отличаемся, и мне это в нем нравится.
то, что он абсолютно другого типа человек, нежели я. То есть он такой больше именно вот вайб какого-то у него бунтарства, такой абсолютный, просто от балды что-то придумал, такой, ебать, пойду нахуй на стрельбище стрелять, типа вот такого вот. И, короче, он абсолютно по-другому смотрит на вещи в жизни. Другие у него приоритеты, но при этом я их не отрицаю, я понимаю то, что они есть, и я разделяю его точку зрения с точки зрения ее существования. Вот. Поэтому мне нравится, как он смотрит на вещи, как он мыслит, и он формирует свой характер. Мне кажется, я сейчас, пока слушала твои ответы, пока думала об этом, пришла к выводу, что вот возьмем Камиля. Я знаю его тоже достаточно давно уже и хорошо, и много с ним работала. Он такой свободный, очень энергичный, смелый чувак, действительно без предрассудков, такой экстравертный парень. Он любит везде там что-то ходить, куда-то там припереться. Суету любит. Познакомиться с новыми людьми, с кем-то пообщаться, кого он вообще ни разу не видел, не знал. Такой чувак, интересующийся. Мирослав тоже очень такой свободный человек, который легко двигается, скажем так, вот вообще по жизни и с людьми и так далее. Я могу сделать вывод, что ты сближаешься с людьми, которые очень сильно от тебя отличаются. Это какой-то поиск баланса? Нет, я думаю, так просто совпадает. Я не думаю, что это намеренное действие. Это просто так совпадает, что у меня получилось найти с этими людьми коннект. То есть и другие люди, которые ведут такой же образ жизни, там, как и я, затворнический, и мне с ними тоже хорошо. То есть нет какого-то, что я подбираю себе круг общения по их каким-то интересам, именно экстраверты, интроверты там и так далее. То есть просто так совпадает. Говоря о людях, с кем твое имя частенько звучит вместе? Аме. Давай раз и навсегда закроем этот вопрос. Все еще твой кумир, ты считаешь его лучшим в мире или да как-то изменилось мнение? Я думаю, это давно изменилось. Он действительно хорош, и он признак стабильности, я бы так сказал, охарактеризовал его. Он не настолько охуевший тип, да, как условный Миракл, да, в своем прайме, условный, или Матумба Мэн, да. Ну, Матумба тут можно еще поспорить. То есть он не настолько яркий, выдающийся именно там в кнопках. Он больше берет именно своей стабильностью, и оценка ситуации, у него очень хорошая оценка ситуации до сих пор. Он очень хорошо понимает ситуацию на карте, ситуацию в тимфайте, правильно фокусит героев. То есть у него очень видно то, что он подходит к доте не через эмоции, а через именно анализ игровой ситуации. Остался ли он моим кумиром? Да, думаю, нет. Он просто хороший игрок, которого я уважаю. Вот и все. Кумиром он так-то и не был мне прям сильным на самом деле. Это просто был пиздатый игрок, который мне нравился. Мне нравилось много пиздатых игроков. Просто так получилось, что наши судьбы свелись в гранд-финале. Вот и все. Есть сейчас люди, которые тебя вдохновляют? В доте? Нет, не думаю. Не в доте. Не в доте. Ну, из такого, наверное, могу сказать, что какой-то Майкл Джордан. Типа его старые вот Чикаго Буллс, его подход. Возможно, Коби Брайант какой-то. Может, какие-то персонажи из аниме тоже могут вдохновлять. Но это реже. Ну, наверное, вот эти вот два баскетболиста. То есть тебя скорее вдохновляют не фигуры, а идеи? Ну, скорее подходы, я думаю, людей, которые они используют. Вот. Ну, в Доте, например, мне очень нравилось, как играл помимо Ами, как играл Матумба Мэн, как играл Папарацци, но он соскуфился чуть-чуть. Вот. Матумба, Ами, Ниша, когда он играл на керри, он тоже охуенно играл. Ну, короче, много пиздатых игроков на самом деле есть. И просто так получилось, что сами вот, типа, наши судьбы, так сказать, свелись. И лор у вас появился. Да. Это общий, да. Ну, к слову о Миракле. У меня есть цитата Никса. Как же, наши выпуски не обходятся без этого никнейма. Мы передаем Сане большой привет. Итора просто номинально самый лучший игрок, но не гений. Гений Миракл.
Как ты сам считаешь, где граница между способностями и гениальностью? Что хотел сказать автор этой цитатой? Если честно, мне тяжело судить по таким критериям, как гениальность и талант. В моей системе вообще мировосприятия таких вещей они имеют очень маленький шанс на успех. То есть я не думаю, что они существуют в том виде, в котором люди их принимают. Я думаю, гениальность и талант — это больше про адаптацию и про обучение. То есть ты просто учишься быстрее, чем другие люди. Тебе проще дается там запоминание, ты более склонен, твой мозг, к анализу там, и так далее. Но я не думаю, что вот бывает такое, что человек, вот он гений, и все, ему типа вообще нихуя не надо делать там, и так далее. Он может ехать на какой-то своей вот этой называемой гениальности, да, то, что он просто схватывает все на лету, у него все легко получается там, и так далее, но это очень недлительный процесс. То есть это ты не можешь долго на этом всем ехать. Ты поиграешь год, два, три максимум. Ну, третий уже такой будет. Серединка на половинку. И потом ты соскуфишься. И ты не сможешь на этом ехать долго. То есть много примеров есть игроков, которые реально были гениальны, но их карьера была очень короткая. Но раньше в целом карьера дота-игрока была меньше гораздо. Потому что игра была более быстрая. То есть между гениальностью и мастерством ты выбираешь мастерство? Думаю, да. Это более верочная форма, так сказать, подход, даже не форма, более верочный подход, нежели полагаться на талант какой-то и на рандом. Хорошо, кого ты сам считаешь гениальным игроком, а кого просто очень усердным, трудоспособным и много работающим? Гениальным я бы сказал, что это точно Рамзес. Он точно был гениальным игроком в свое время. А более трудоспособным, я бы сказал, какой-то Матумба Мэн, наверное. Это вот прям чел работящий, так сказать. Наш финский парень. Вот. Кто помимо... Ну, Ами тоже, он достаточно работящий чел. Столько пабликов, сколько у него, я не видел, чтобы кто-то вообще в продоте играл. То есть чел прям очень серьезно к этому делу подходит. То есть у него там... Нет турниров, отпуск, нет ничего. Он вообще в доту не заходит. У него есть турниры, он хуячит по 20 игр в день. На твой взгляд, в комьюнити, опять же, там, доты, киберспорта и около, самый приятный человек и человек Red Flag? Ну, самый приятный пускай будет... Давай я не буду называть своих друзей, да, там, Миру, там, и т.д. Наверное, какой-то Бокси, я думаю. Почему? Не знаю, такое впечатление о нем. Доброго парня прям. Прям доброго, который очень приятный тип. Red Flag, наверное, пускай это будет 33-й. Не знаю, не очень мне нравится с ним в ММе играть. Он какой-то мутный тип. Помимо 33-го, пускай будет НС какой-то. Ого, неожиданно. Почему НС? Не знаю, он постоянно что-то говорит, тупое. Ну, типа, у него просто какие-то рандомные высеры. Вот. Не нравится мне. Ну, типа агрит без повода. Не, ну он типа рейджбайтит, но это настолько тупо, что это даже... Это выглядит как не рейджбайт, а просто тупая хуйня. Вот, я бы так сказал. Так что ничего против него не имею, но его вот этот вот... его манера подачи информации, она очень странная для меня. Ты сам упомянул НС, поэтому, продолжая тему, спрошу о наболевшей теме официального каста, англоязычного каста, русскоязычного, комьюнити-каста и так далее. Давай по порядку. Начнем с того, кого ты сам смотришь, когда ты хочешь посмотреть матч. Обычно англоязычный просто, ну, студия. Угу. Там ESL и т.д. Можешь назвать фаворитов своих в англоязычной студии? Я без звука смотрю. То есть, в смысле, ты просто смотришь официалку, Да, тебе, да. ты никого не слушаешь? Нет. Окей, комьюнити-каст. Кого ты предпочтешь? Ну, допустим, со звуком. Сейчас самое время рекламировать своего друга Камильку. Не, я бы Камиль не стал смотреть. No offense. Да, бля, да, даже не знаю. Я бы просто... Условно, если я хочу испытать это как шоу, то я, наверное, посмотрю Никса. Типа, потому что он просто... Он прям генератор хуйни. То есть он может просто бесконечно придумывать невероятные вещи, и они будут смешные.
Если я хочу просто посмотреть игру, просто выберу любой каст, выключу звук, где делаю меньше, и все. То есть, вот, наверное, так. НС я бы точно не стал смотреть. Камиля смотреть какой-то кринж, типа кореша своего смотреть. Всяких, мелких стримеров я не беру, да. Наверное, Никса бы только смотрел. Рамзеса, у него слишком... Мне слишком не нравятся его стримы, они слишком лудоманские. Они просто, я открывал, они там бесконечно пиздят про ставки, что-то там зашло, не зашло, чат просто зомбарей, я не знаю, мне не нравится такое. То есть кому-то, скорее всего, это в кайф, но учитывая то, что я не ставлю, и мне, в принципе, это вообще не нравится, вся вот эта лудоманская тема, мне такое не нравится, вот. Как ты думаешь, что нужно кардинально поменять в подходе официальным студиям, чтобы игроки, профессионалы начали это смотреть или хотя бы уважать? Честно, я думаю, в касте просто в комментаторах и в аналитике, особенно там на Парагоне, неважно даже, типа Парагон, не Парагон, похуй, просто сидят некомпетентные люди. То есть, когда раньше был... Майнкаст был или что там было? Дота 2.ru? Рухаб был, Майнкаст да, был. Да. Рухаб — это вот первая, можно сказать, колыбель нормального каста. Да. Вот Рухаб, когда был, там просто сидели бывшие проигроки, которые были интересными, которые были титулованными, которые шарили за доту. В комментаторах сидели тоже бывшие прошники, то есть там сидел какой-то НС, Дред, они сидели просто какой-то... Они харизматичные, их интересно слушать. Они создают какой-то элемент шоу некоторого. А сейчас хуй знает, кто там сидит. Я ников людей не знаю. Комментируют тоже непонятно кто для меня. Неинтересно просто их слушать. И мыслей у них никаких, знаешь, подчеркнуть нету. То есть просто, как мне кажется, это больше стало без души. Как будто люди просто приходят, ЗПшку лутают, и все. То есть кому-то это нравится, кому-то нет. Мне без разницы, мне просто это не нравится. Нет ощущения, что просто это заказуалилось все, потому что это стало больше про индустрию, про деньги, более профессионально, а раньше это было, такой... Да, 100%. Такой инди-сферой, которая не для всех. Никто не может, материться, никто не может выражать свое мнение. А ты заходишь на каст Никса, и Ник сидит, да, он хуесос, гандон, low skill. Понятно, это не особо хорошо, то, что он так говорит, но это создает некий настоящий элемент шоу, в котором, ты слышишь настоящие человеческие эмоции. А когда ты сидишь, смотришь офф-трансу, там люди такие, да, вот он плохо сыграл, чел, нахуй, где вообще душа твоя? Почему ты не можешь, настоящие эмоции выразить? Все слишком слишком плохо, вот. Тогда я удивлена, почему НС ты записал в минуса, потому что он как раз этим и занимается. Я вообще не его цашка, то есть у него именно для мужиков 30+, которые приходят такие, о, Ярик стримит нахуй, заебись. Вот примерно так. Если честно, да. Включая Ярика, я знаю, что я буду кататься на каламбурах следующие несколько часов. Да. Вот именно такой у него вайб житейский. Мне такое не подходит. Такой немножко уральские пельмени вайб. Да. Вот НС — это уральские пельмени, а Никс — это Comedy Club, в нулевых. Мы сегодня по-разному касались темы доты и того, что с ней происходит, во что она эволюционирует или, может быть, наоборот, регрессирует. Так или иначе, постоянно мы слышим разговор о том, что скоро дота умрет. И ее никто не будет смотреть, и в нее никто не будет играть, но как будто это не про наш регион, не про Восточную Европу. У тебя изнутри какие ощущения? Что ты сам думаешь о будущем этом? Да, про доту говорят, что она умрет еще с 2017 года, и что-то до сих пор живая. По поводу доты, наверное, я бы сказал, что тут даже вопрос не столько в доте, сколько в интересе к моба намного меньше, чем к шутерам. То есть, условно, CS, Valorant, PUBG, Deadlock, миллиард игр выходит, которые больше именно шутер, кроме Deadlock, и гораздо интереснее, и гораздо меньше порог вхождения. Ниже. И достаточно просто в нее научиться играть, и больше охват. В моба
гораздо меньше людей играют, чем в шутеры. И тут больше вопрос именно в смене поколения, кому что нравится. То есть сейчас стендов школьники играют, типа в доту до сих пор школьники играют, но не так много, типа как раньше. По поводу того, что с дотой происходит, она стала более предсказуемой игрой. Именно в доте намного меньше, если мы говорим не про саму игру, а внутри нее, в доте стало гораздо меньше креатива, я бы так выразился. Потому что у тебя добавляют объективы супер базовые, которые всем на карте надо контестить, потому что они супер много дают. Либо это массовый психоз у дотеров, и они нихуя не дают на самом деле, либо это действительно так, это пока что неизвестно. Но вот все играют, все команды играют одинаковым плейстайлом, каждая из них. Это чуть-чуть отличается до там, 20-й минуты, но после 20-й, точнее даже до 17-й минуты, Рошан Торментор, Т2 пост, скипаем 2 пачки, кайфуем, пацаны. Все так и хуярят. Бесконечно Дота стала намного более паттерновой игрой и меньше какой-то вариации. То есть, условная Тундра, которая сейчас играет, у них немножко своя Дота, и этим они более уникальны. То, что они не играют по дефолту, они должны учитывать эти переменные, вот Торментор Рошан до 20-й, но они больше именно у них какой-то уникальности с точки зрения каких-то перемещений, они по-разному играют. Раньше так не было в доте. То есть я застал моменты там в 20-м, 19-м году, 21-м даже, 22-м, то, что дота абсолютно по-другому выглядела. И у тебя просто была карта, чел, делай, что хочешь, вообще похуй, любые объективы контестить, что угодно можно, главное, типа, играй и заебись. И все. А сейчас ты обязан это делать. Если ты это не делаешь, это минусовое действие, ты въебал. Все. Каким ты видишь будущее доты? И как индустрии, и как игры? Как индустрии, она, скорее всего, будет развиваться, я думаю. Но все зависит от... По сути, сейчас Дота и очень много команд живут на букмекерах. Очень мало сторонних рекламодателей. И из-за этого поживем, увидим, что с ней будет. Очень хочется, чтобы она прогрессировала и были другие спонсора помимо буков. А что с игрой будет? Ну, как мне кажется, ее будут все больше и больше казуалить. Возможно, в один момент, через лет 5, просто прекратят обновление. Из-за того, что выйдет Deadlock, он, скорее всего, будет более популярен, чем Dota, и все просто перейдут в Deadlock, возможно. А ты? Если такое будет, я перейду в Dota, безусловно. Очень не хочется это делать, но что уж тут поделать. Думал когда-нибудь вообще о других дисциплинах, помимо доты? Ну, было бы прикольно в КС поиграть, на самом деле. Ну, ты ж траил даже. Ну да, но именно профессионально. То есть игра достаточно... Вот для меня КС — это как футбол. То есть это абсолютно базовая дисциплина. Пинай мяч, попади в ворота, убей 5. Типа абсолютно базовые, понятные правила, но из-за того, что она настолько простая в своем грунте, то очень много микрофишек, и тут именно все решает. Там твоя микра, твои там смоки, понятно, там все вот эти вот тактики и так далее, это уже более про уровень, но если мы говорим про ММ, то больше решает именно твоя микра, там дриблинг тот же в футболе, в кейсе это микра, как ты стрейфуешься, как ты стреляешь, а им очень сильно влияет личный скилл, как и в футболе, по сути, как мне кажется. Доту мне тяжело сравнить с какой-то прям дисциплиной, если честно. С шахматами много раз сравнивали, но... Ну, типа шахматы, да, в целом что-то общее есть. В доте слишком вариативно все. Просто слишком отличается. В доте нет комбинаций, и поэтому тяжело сравнить. Дота — это есть дота. А в шахматах нет патчей. А в шахматы не патчноутят. Разрабы вообще. Да, дота, кстати, тоже. Поэтому КС. Был бы интересно. Ну, ты допускаешь возможность того, что, ну, вот тебе 23 только вот скоро исполняется, времени как будто впереди еще полно, и можно еще успеть в 2 дисциплинках затащить? Ну, я так скажу, мне очень нравится Дота, гораздо больше, чем КС, в принципе, как игра. И если у меня будет возможность, я буду играть в Доту. Но если такой возможности не будет, или
условно мне надоест. То есть такое может быть, что через год, там, 2, я просто скажу, короче, я уже выиграл там 50 турниров, мне вообще похуй на эту игру, на эту дисциплину, играют говноеды в игру, я пошел играть в такую же, только про стрельбу, и перейду в КС. Но, скорее всего, типа, если Deadlock будет жить, я бы больше играл в Deadlock, потому что мне она гораздо больше нравится, чем КС. Рассматриваешь ли ты для себя сейчас уже будущее, в котором ты не проигрок действующий? Ну, такое может быть. Ну, то есть мне должно наскучить играть, либо наскучить, на самом деле. Либо доту закроют. Ну, либо доту закроют. Если мне начнет будет скучно играть, то я просто ливну. Возможно, буду заниматься учебой. Возможно, буду что-то открывать, экспериментировать. Ну, скорее нет. Скорее либо учебой, либо просто буду жить. Тоже просто неплохой вариант. вложу куда-то деньги и буду просто жить. А учеба, давай чуть подробнее раскроем. Это какая-то гуманитарная? Ну, я бы хотел, наверное, заниматься математикой. Математикой. Ну, не заниматься, а именно изучить для какого-то своего общего образования, потому что у меня нет образования никакого. И либо математику подучить, какие-то вот науки, там, философия, филология, какой-то, возможно, бизнес. Ну, короче, разносторонние вещи Это да, это интересуют. все прям абсолютно Да. из разных сфер. Просто я как-то подумала, что это гуманитарное должно быть, потому что у тебя все-таки прослеживается интерес к каким-то гуманитарным вещам в плане там исторический контент, аниме большое количество, которое ты смотришь. Я думала, как-то это все в Ну, это гуманитарную я степь. в школе математику очень сильно любил, потом начал прогуливать. Въебал я, короче, пару классов математики, потом уже не догнал, и так это и осталось на уровне 8 класса. Ну, к вам с Мирой, получается, можно вместе поступать в какой-нибудь политехнический. Он на физика, ты на математика. Да. А там, может, какой-то новый движок вы придумаете. Либо нет. Либо нет. Окей, а про тренерство, там, менторство ты не думал никогда? Про тренерство. Возможно, мне будет это интересно в будущем. Возможно, я стану менеджером, то есть какой-то киберспортивной штуки. Но, наверное, мне на данном этапе себя не очень интересно быть тренером. А в медиа-ключе мы Мне вообще похуй. не думаем. Ну, я понимаю, да. Хотя хочу сказать тебе, что ваш с Мирой каст матч и Спирит был потрясающий во время Не, ну, вашего условно выпуска. говоря, если я закончу карьеру там в 25, в 24, типа буду стримить, в целом для меня это файн. Я могу такой, так сказать, рассмотреть вариант событий. В принципе, стримить это вообще не напряжно, это весело, это интересно. В целом я могу, типа, постримить. Но, наверное, вот именно что-то мутить такое более глобальное не очень бы хотелось. Потому что стримы — это легко, это просто, и тебе вообще не надо думать, не надо напрягаться. То есть это просто сидишь, что-то пиздишь, и все, и кайф. Сейчас один Камиль, смотря это интервью, такой, ты чё, блин? А я тогда что делаю? Чтобы зациклить как бы эту историю сегодня, вот 5 лет назад ты впервые появился на этом канале. Сейчас тебе вот-вот без 5 минут 23. Давай представим, где ты, кто ты и что с тобой происходит еще через 5 лет, когда тебе 28. Наверное, я перестану играть доту уже на тот момент. Может, и буду играть. Скорее всего, буду стримить. Либо пойду как раз куда-то учиться. О чем ты мечтаешь сейчас? О чем я мечтаю? Хочется, на самом деле, уточек завести. Небольшой сад. Вот. И хочется купить семена лука и высаживать зеленый лук у себя на балконе. Не шутка? Нет. Хочется поближе К природе. К природе и к Да. гармонии уже. Вот так выгорают молодые киберспортсмены в 22 года. С наступающим, Илюх. Спасибо. С наступающим днем рождения. Ну что, я желаю тебе, получается, тогда уточек, рассады, поближе к земле в хорошем смысле, и побольше времени на свежем воздухе, но это мы сегодня немножечко сделали. И да, с наступающим тебя днем рождения. Спасибо. И надеюсь, мы еще увидимся на этом канале и на многих других. Посмотрим.
А вам, друзья, спасибо, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, вам было интересно. Если да, поставьте лайк и напишите обязательно комментарий. Подпишитесь на этот канал, если вы еще не подписаны. И на все соцсети Ильи, которые мы оставим в описании к этому видео. Телеграм. Один. Телеграм, в который раз в полгода дропается кружочек. Мгм. Иногда удаляется, иногда снова дропается. Да, спасибо тебе еще раз за сегодняшний день. Надеюсь, тебе тоже понравилось. Было весело. Супер. До новых встреч, друзья. Пока.